Так, ну все, вроде сели удобненько, все дела, приготовились, можно и начинать, получается. Оп, только можно... игру разработали команда из 3 человек на протяжении 4 лет. Именно благодаря вашей таинственным приключениям с множеством концовок. Здесь поощряются вдумчивые разговоры и исследования, а не грубая сила. Судьба города находится в ваших руках. Понял. Очень интересно. Наши дни. Че, прям наши? А зачем тут мне мышка? Допустим. Потому что это диалоговая... Hey, you're alive. When I dragged you out of the river, I thought you were never gonna wake up. I checked your pockets for ID, a phone, maybe. I hope you don't mind. But all I found was some loose change. So, wanna tell me who you are? Я... Выберите пол. Ага, интересно. Это все Стартлд? Что у нее с глазами? Почему они выпученные такие? Прикольно. Ну, мужской пол. А, Enter выбрать. Цвет кожи. Ого. Ну, допустим. Well, it's nice to meet you. And I'm sorry to pry, but any idea why you were floating down the river? What's the last thing you remember? Огромные зрачки. Я попал в... А, блин, это создание персонажа. Все, я понял. Ё-моё. Я попал в реку, и она меня вытащила оттуда, что ли? Так, археолог. Годы изучения истории порой позволяют лучше понимать древний мир. У вас, солдат, у вас есть личное оружие, но пуль всего 10. Придется использовать их с умом. Возможности пополнить боезапас не будет. Прикольно. Скрываюсь от властей. В бегах. Вы уж долго скрываетесь от властей и привыкли действовать быстро. Скорости бега? 25%? Охренеть. Амнезия. Из-за недавней травмы головы вы стали менее восприимчивы к боли. Живучесть повышена на 50%. Ну, я все равно вряд ли буду понимать древний мир. Поэтому то, что мой персонаж это понимает, наверное, погоды не будет делать. А вот 25% скорости бега, блин, охренеть. Получается, скрываюсь от властей. Really? You know what? Don't answer that. I don't think I want to know. А теперь, когда ты все знаешь, гони телефон и все деньги. Ладно, наверное, не стоило об этом рассказывать. Look, you've just been through a trauma, so I'm gonna forget you said that. But you owe me, and I need a favor. Ну да, сложно не согласиться, продолжай. There are some ruins just behind you. Roman, I think. I need you to go in there and see if you can find a guy named Al for me. He went in there a few hours ago, and he hasn't come out. I've been freaking out, wondering if he's trapped or injured or worse. I would have gone in after him, but he made me promise to stay here, no matter what. There's no way I'm leaving without him. So I'm just kind of stuck here, waiting. What I mean is, I was hoping you wouldn't mind going in there to find him. If you can do that, I can get both of you back to civilization in my boat. Please? Это очень удобно. Я не могу пойти в руины, потому что мне сказали не ходить, но ты-то не я. Римские руины, это получается мы где-то в Европе, да? Где еще могут быть римские руины? Ну, наверное, имеется в виду от Римской империи. Римская империя была большой. Не против, если я сначала задам пару вопросов? Oh, of course. Sorry, I don't mean to be pushy. I just... What do you want to know? Ну, давай по порядку, расскажи себе. Ты вообще кто? Как тебя зовут-то, блин? Oh, there's not much to tell. Feels like I've spent my whole life in a dead-end job with an endless commute. Know what I mean? Маюсь на работе без перспектив, вечно мотаюсь домой и обратно. Понимаешь, о чем я? Возможно. Ты даже не скажешь, как тебя зовут? Oh, I'd rather not say if it's all the same to you. Угу. Не упоминает имя.
Почему ты не хочешь говорить свое имя? All right, fine. Sorry if I sounded cagey. It's just that I don't always get the best reactions when I introduce myself. My name's Karen. Мне очень приятно называться Карен после всех этих мемов. Чё, блин? Какие нахрен мемы? Стойте. Карен. Мем. Сланговый термин используем для описания чересчур требовательных и конфликтных дел. Я понял. Я понял. Ладно, спасибо, что спасла мне жизнь, Карен. You're welcome. Always happy to help. Was there anything else you wanted to ask? А, да, подожди, я кое-что хотел сделать еще. Я кое-что вспомнил. Опять у меня, наверное, там все сбросилось к херам. Как ты любишь делать Twitch? Конечно, сука. Ненавижу. И тут тоже сбросилось. Ну, понятно, да, понятно. Так, тут заработало. А тут? А тут что-то как-то не очень заработало. Nation Alert вступит. О! Раступливается. Интересно, а если я сделаю... Ну-ка. А если я сделаю источник... Подожди, или это не имеет смысла? Ой. Угу. Ладно, черт с ним. Так, тоже все заработало, да? Все замечательно. Так, кто такой Эл? He's the guy who washed up on the riverbank not long before you did. I thought maybe you two knew each other. I guess not. Очень But интересно. maybe the two of you can piece together what you're doing here. In any case, you'll like him, I'm sure. Once you find him, that is. То есть ты тоже про него почти ничего не знаешь, кроме имя Эл, которая одна буква. И где мы? You really don't remember? We're in Italy. А, все-таки Италия, да? This river is the Tiber. Но мы говорим на итальянском или на английском все-таки? Что можешь сказать об этих руинах? Not much, really. But imagine what you might find in there. Priceless ancient artifacts. Al... Это очень подозрительные слова. Не пыталась позвать на помощь? What am I, an idiot? You could hike a long, long way in any direction and never find another soul. Trust me. Ладно, больше нет вопросов. Great. So you're ready to go look for Al? Я пас! Что если сказать я пас? Are you serious? I just saved your life, and you can't do this one little thing for me. Ну ты наебщик. Look, if you won't do it for me, do it for yourself. You want to know what you're doing here, right? А, я не могу отказаться. Ладно, ладно, хороший аргумент. My hero. The entrance is just past those columns behind you. Oh, and he left this here. But I Привет. think you'll need it more Привет. than I will. Ну, я надеюсь, что это будет хорошая игра. Я вообще практически ничего о ней не знаю. Так, только слышу, что это мод на Skyrim.
И все. Sorry, my English is very bad, поэтому мне проще намного на русском изъясняться. Мощный фонарик, работающий от батареек. Ну... А, я могу посмотреть его. Что у тебя с глазами? Я же скриншот видел, там не у всех такие глаза были. О, ого, ничего себе, круто, здорово. Здорово. Гинсуха это знакомое, как будто бы для меня имя. А вот первое нет. Ладно, фонарик. Это прикольно, здорово. Так, руины за мной. Спасибо, конечно, но... Бляха, какая связь? Зачем мне связь? Что там открылось? Все, понял. Нет, мне нужно управление. Отдельно горизонтальная и вертикальная чувствительность? Чего? Ладно, допустим. И она еще и... О, господи. Ладно, давай 125. О, я почти попал. О, может можно... Да. Нет, это перебор. Так понравилась эта игра? Ну, вот я тоже давно уже про нее думал, что надо бы поиграть. И тут, опять же, осенняя распродажа в стиме. Я такой, блин, почему бы и нет? Охренеть. Угу, окей. Так, доставь фонарик на... А, это... Здорово. На распродаже купил. И такой думаю, ну да, давай. До этого я в Мор играл, Патологик. Да-да-да, я только начал. Прям вот только-только буквально. Информацию о местоположении. Я могу плавать? А, я не могу перепрыгнуть. Понял. Угу. Мы в Италии, но я так и не понял, говорим мы на английском или на итальянском. Как бы. Чтобы убрать фонарик. Может, я не хочу убрать фонарик. Ладно. Допустим. Хотя можно, я так понимаю, просто наверх также нажать, да. Там тоже. Хотя там что-то есть, как будто. Нет, не пускает. Это что она говорит по-английски. Не, я в том смысле, что ну мы же в Италии. То есть, как бы, если в этой игре есть локализация, то понятно, что она говорит на английской локализации. Я про это. Мы как бы говорим на английском или мы говорим на английском. А рюкзак заполненный подошвенной походной одеждой и пустыми пакетами из-под еды. У него нет ничего ценного, но все же странно, что Элла оставил его. Ой, так, быстро. Окей. А, подожди, я не могу его взять? Записка Элла. It means I've discovered the entrance to an ancient Roman city hidden deep underground. Its existence is long forgotten, all knowledge of it lost, except in the Latin inscription here. It reads, "You who wish to enter the city, step forth and be judged. The virtuous shall be rewarded with eternal life in paradise. The wicked shall find themselves showered in gold, but in vain, for this shall be their final resting place." Could an underground city have remained a secret for all this time? Could people have survived down there, against the odds? It seems there's only one way to find out. If I'm not back in an hour, I'm somewhere on the other side. Consider this an invitation. Понял. Or a warning. Понял. Alworth. О, бля! Черт, я хотел посмотреть. А там типа какая-то ловушка, что ли. Я могу фонарик достать? Я могу фонарик достать? Ни хрена себе. Какой классный фонарик.
правда темно. Ну, допустим. А я могу драться с фонариком? Видимо, нет. А чё они все золотые? Там статуя ребят? Нахрена вы за мной смотрите? Ебать. Ладно, допустим. Стрёмно. Мозаика. Он тоже на меня смотрит. Тень такая прикольная. Блин. Здорово. Да я не понимаю по латыни. Древнеримская мозаика, изображающая быкоподобную фигуру, превращающая человека в золото. Ну да, Мидас, короче. Хотя он разве древнеримский? Но и он царь был. По сути, проклятый. Римский гладиатор, пытающийся от чего-то убежать, что могло заставить его обратиться в бегство. Угу. Стрёмно. Сохранение. Я так понимаю, тут... Да. Быстрое сохранение есть. Скорость F5? Понятно, да, здорово. Римский военачальник, закрывающийся от чего-то. Ой, его можно это... уронить. Извини. Мужик. Есть. Римский легионер, замерший в ужасе. Что-то из этого, из колодца вылезло. Это не колодец, это как будто бы просто какая-то клумба, что ли. Понял. Блин, в стене я кайфую вообще. Вот. И нет фонарика. Римлянка, молящая о помощи, которая не пришла. Понял. По следу Элла. Ого, повешенный. Каменная табличка с надписью. Солдат статус старика в современной одежде. Это должно быть Эл. Но как такое возможно? Whoever reads this, I'm sorry you had to find me like this. And worse, that you'll suffer the same fate I did. I've spent a lifetime in this place, going around and around in circles, searching for a way out. The inscription was right. There is no way back. And here there are only two options. Death, and that godforsaken doorway into the past. I made the mistake of stepping through it. I wanted to set things right. And I tried. I really tried. Whatever I did, it took me right back to the beginning. Там что, временная петля еще? Same mistake. Better to end it all now. And find out what awaits you beyond that portal. Молодая римлянка в панике. Портал.
Портал в прошлое. Люмин стоит на колени, словно моля богов пощаде. Извините. А, все, я... Нельзя посмотреть. Хороший совет. Так. А, барельеф. Я думаю, где тут барельеф? Римский барельеф с изображением огромного круглого портала и двух женщин. Интересно, кто они такие. Точка отсчета. Выяснить, как вы вернуться в настоящее время. То есть, ты зашел в портал, а теперь выясняешь, как вернуться обратно. Salve, friend. I'm Galerius. Mind telling me who you are and what you were doing in the Shrine of Proserpina? Да, вот. Это хороший вопрос. Надо ли его задавать? Это точно не нужно говорить. Ладно, черт с ним, я задам этот вопрос. What? I'm speaking Latin. You are too, although your accent's a little strange. Oh, I see what you did there. Changing the subject like that. Nice try. But I'll ask again. Who are you, and what were you doing in the shrine? Ну, ладно, я спрошу про храм тогда. Yeah, you know, agricultural goddess of springtime. You're not from around here, are you? Да. And you've just done it again. You're a sly one, aren't you? One more time. Who are you, and what were you doing? Кто ты такой, чтобы спрашивать у меня это? Я не знаю, кто я. Не знаю, кто я. Я-то знаю, кто я, только я не знаю, где я. Oh, is that right? Well, just make sure you don't get lost in any other sacred places you're not supposed to be. Can't have you disrespecting the gods by accident, can we now? But listen, most folks seem a bit confused when they get here, but you seem very lost, and in more ways than one. So let me make this nice and simple for you. Live by our law here, and we'll all get along just fine. Хорошо. И что это за законы ваши такие? Not laws, law. There's just one, the golden rule, and the punishment for breaking it's... Понимаю, превращение в золото. It's kind of horrific. Я But понял. our magistrate insists we take all newcomers to see him, so I guess I'll let him fill you in. So then, you coming? Ну, хорошо, веди. Follow me. When I first arrived, I couldn't believe there were people living down here. But as you can А see, вот что? we've got a nice Вау. community now. Вау. Можно нажать Е, и он будет сам идти. Я вроде нажал. А я могу поговорить с ним? Ah, it's you again. Hope you're settling in, friend. Now, what's on your mind? Я понял, это не совсем правильный диалог, не в правильное время. Ну ладно, расскажи себе. It's a long one and kind of sad, but I don't mind telling it. Ну давай. Никуда I'm не a спешу. farmer. Always have been. I grew up in a small village in Britannia, Camulodunum, with my parents and two little sisters. Lovely part of the world. One day, when I was about 20, my father and I were in the top paddock, loading our cart, when some Roman legionaries came along, demanding produce for their men. My father told me to run into the house for his axe, and so I did. Sprinted so fast I almost threw up, but by the time I got back, he was bleeding out on the ground, and our cart was empty. That was my first encounter with the legions. My mother died of a broken heart soon after, and things went downhill from there. I took over the farmstead, but I was young. It was a struggle. More raiding started before too long. We'd come outside in the morning to find animals missing, our stores pillaged.
These Legion thugs just took whatever they wanted. One night, when my sisters and I had nothing left to steal, there was a knock at the door. I knew who they were, and what they wanted. I got my father's old axe, pulled the door open real quick, and before that soldier knew it, split his face right down the middle. Okay. But there were more of them. I never saw how many, because the next thing I knew, I was waking up with a mouth full of dirt and lungs full of smoke. My home was reduced to ash. My sisters, dead. And they left me alive to see what they'd done. Still burns whenever I think about it. Окей, он когда рассказывал, я почему-то подумал, что эта история скорее к какой-то Второй мировой подходит. И легионеры на каких-то немцев походят. Хотя в Британии были определенно легионеры, но, видимо, сюда вообще все попадают из будущего. Соболезную. Yeah, well, I wasn't the only one this happened to. It wasn't long before Boudica led thousands of Britons in a rebellion against the Romans. А, ну это я знаю, да. There were just По цивилизации. And those of us who survived, they enslaved. So, then I found myself being transported all the way to Rome to be sold to the highest bidder. I spent a few years working for my new master, learning the Romans' ways, Romanized my name and everything. Tried to escape a couple of times, but they always found me, and I'd just end up right back where I was. I'd probably still be there too, if it wasn't for the stampedes breaking out. You see, about 7 months ago, an enormous fire broke out in Rome. Everybody was running down toward the river, screaming and shouting. Never seen anything like it. Human beings acting like cattle. I got swept up with them somehow, and the rest is a blur. The next thing I knew, some stranger was dragging me out of a river. Stumbled across this place, and I started my life over again. Пришел в себя какой-то незнакомец, вытаскивал меня из реки. Угу. Очень интересно, ладно. Ну, сейчас все хорошо закончилось, получается. Ты тут тоже раб? See, I finally had my own farm again. Нет. Safe from the grasping hands of the Romans. Or so I thought. Until Sentius the Decurion demanded I hand over all my produce. It's for the good of us all, he says. Only he takes the best bits for himself, of course. He even told me if I refuse his demands, I'll break the golden rule. I'm not sure I believe him, but then, what if he's right? So, it turns out our dear old magistrate is no better than the Legion thugs who took everything from me. I'm right back where I began. But don't you worry, Nemesis is waiting. And he'll get his, one day. He'll get his. То есть он еще и в римских богов верит. Forget I said that last part, will you? I get carried away sometimes. Это лучше, чем Старфилд? Ну, просто... Я совсем не видел Сталкера, но знаю, что там были выпущенные глаза, и тут у них есть тоже какая-то с этим проблема. Но у первой девушки Карен прям вообще жуткий взгляд был. Ну, хорошо, не вопрос. Thanks, friend. I knew I liked you. Anyway, that's enough of me rambling. Was there something else you wanted to talk about? Больше я не буду ничего пока спрашивать. Alright. See you around. Хотя в целом золотое правило непонятное. Так, я хотел... О, вот. Чтобы увидеть маркер цели, щелкните по значку глаза рядом с ним. Точка отсчета. Золотое правило. Как вернуться в настоящее время? Кто бы ни был отправил меня сюда, возможно, он сможет и вернуть меня в будущее. На 1000 лет назад. Теперь мне нужно найти способ вернуться в мое время. А, нет, подожди. Это точка отсчета. Я могу переключиться, но переключить именно задание, мне нужно тыкнуть на него. Город живет в страхе перед таинственным законом. Зовущимся золотым правилом. Узнать о нем. Поговорить с магистратом на его вилле. Окей. Quid pro quo.
Инвентарь. Динарий. Фонарик. О, стоп. О, прикольно. Элворд. Интересненько. Так, то есть теперь я не могу идти за ним, да? Кнопки. Так, бежать, подпрыгнуть, прыгнуться, понятно. Использовать взаимодействие. Нет, странно. Ладно, у меня есть точка на карте, куда идти. Прототип. Кажется, кто-то приложил много сил, чтобы сделать этот прототип канатной дороги. Блин. Ага, чужое. Поэма галерея. А вот читать я могу. Любовная поэма, посвященная неизвестной женщине. Мучительную жизнь моя была. Самые отважные 7 подвигов Геракла. Несмотря на смерть и ужасы оковы, я смело пережил бы это снова. Даже стилизовано. Здорово. Ведь боль, страдания, горе и потери в итоге привели меня к себе. Горячий, как огонь священный Рима. И греющий меня неизъяснимо. Увы, не станешь ты моей невестой, неукротимо это пламя Весты. Но коль могу любить на расстоянии, я счастлив и свободен от страданий. You, Tantalus, cannot catch the drops of water, and the tree you grasp at eludes you. А ты кто? Ну и ты Just кто? as the ocean accepts the rivers of all the world, so this place accepts all the souls. But it does not notice the crowds that come. Ладно, The я... newly arrived are ignorant of the road before them. Я просто хочу в глаза и ну, на лицо хотя бы немного смотреть. А то это довольно странно. Он спиной говорит. Так, это я понял, да. Ты кто такая? Расскажи о себе. Some crowd the forum, some the house of the ruler of the depths. Others follow their trades, imitating their previous lives. Ну да, я не понимаю, что это значит. They never do. Они? Что думаешь, что золотом правили? The bloodless shadows. This is their punishment. Тебе нужна помощь? Help me. You cannot help me. I have seen things. A pattern, a terrible pattern. It is better for you if you remain ignorant. Pandora's box must stay closed. I'll say no more. Так, минутку. Так, не знаешь, как отсюда выбраться? Ладно. There is only a downward path.
gloomy with fatal yew trees. It leads through dumb silence to the infernal regions. Окей. Ясно, до свидания, я пойду. Любишь душу, неведомо какой дальнейший путь. Да, это точно. Ясно. Да я хер его знает. Макет арены. Деревянный макет римской арены с любовью сделанный кем-то, кто соскучился по внешнему миру. Какой интересный вывод. Сундук Вергилия. А там? Галерий. А, это Галерий. Это Галерий сделал этот прототип. Канатные дороги, кстати. Динарий. Угу. Cerberus lifts his triple head and lets out his threefold braying. Окей. Olivia, would you stop muttering like Medea over a cauldron? You'll scare away my customers. They follow their traits, Ливия. imitating their previous lives, but they are ignorant. This again. You're in a world of your own, aren't you? Совершивший грех погубит всех. Угу. Ну, то есть он понимает. Соус из ферментированной рыбы. Используем в качестве приправы. Кто бы здесь ни жил, он явно его обожает. Угу. Кавалерийский шлем. Древнеримский кавалерийский шлем с маской и гребнями из окрашенных конских волос. Ну да, и... Гарум, соус из ферментированной рыбы. Используем в качестве приправы, от него отходит слабый соленый аромат. Гораций. Одна из разновидностей древнеримского щита, известная как скутум. Крутой щит. И круто, что они вот так вот переходят. Знамя легионера первого итальянского легиона, вероятно, принадлежит Горацию. Может, только динарии. Так, ты кто? Чаша с едой. Морковь фиолетовая. Такое она была до того, как начала выращивать... Да. Как начали выращивать современную оранжевую. Это я знаю такое. Покупатель, будь бдителен. Vote for Mallionus Бочонок. for a free drink at my tavern. Угу. Шепнул бочонок с дерева со встроенными подстаканниками. Прикольно. Кто ты? Ah, you're here. I'm so glad you decided to visit. I'm Aurelia. And Здравствуй, I Авлерия. hope I'm not being too forward, but the moment I laid eyes on you, I was intrigued. There's something dangerous about you, like a prowling manticore. Прекрати, хотя нет, продолжай. Ладно, давай ответим так же. Твое очарование не уступает твоей красоте. Coming on a bit strong, don't you think? Ну, слегка, да. Что, ведь это ты начала? I take back what I said. Suddenly, I don't find you so intriguing anymore. Let's just forget that ever happened, so we can at least do business. Сам сталкер. What brings you to my tavern? Быть отвергнутым Аврелией. Понял. Так, ну расскажи о себе. Let it go. Nothing's going to happen between us. Понял. Ладно, давай о золотом правиле. I just try not to think about it. Drink helps with that. As the saying goes, to drink is human, so we drink. Окей. Как отсюда выбраться? Normally, I'd expect you to buy me a drink before asking if I want to get out of here. Вопрос был про побег из города. I guess that went right over your head. Never mind. As a matter of fact, I do know a way out. Интригует. I'm happy to tell you all about it, but this is valuable information we're talking about, and I don't just give it out like some cheap oracle. So,
How badly do you want it? Is it worth, say, 1,000 denarii to У меня you? есть один. Ну, давай спросим действительно, почему сама не воспользуется. Simple. It's a one-way trip, and I'm not ready to go just yet. I like my life here. One day, maybe, but not now. Угу. Ну, как понять, что это не обман? If I took your money without giving you what I promised, I'd be breaking the golden rule, wouldn't I? And I have no interest in doing that. Не, ну, понятно, что что-то взамен ты мне дашь. Но непонятно что. Расскажи мне больше о том, что я I покупаю. can't tell you too much, or you'd figure it out for yourself. But I promise you, you'll never have to spend another hour in this city ever again. Окей, у меня нет таких денег Well, пока. perhaps you could take out a loan. I understand Malleolus has lent money to others on occasion. Окей, спасибо. All right. See ya. Угу. Башенка для игры в кости. О, металлическая башенка для игры в кости, запретена для борьбы с жульничеством, которое явно было распространенной проблемой среди римлян. Нифига. Пришел, увидел, победил, кстати, написано. Вы не види Вичи. Вицы. Ты меня слышишь? Да, слышу. You, Tantalus, I cannot love catch your the drops of clothes. water, So, and the tree Пивной чан. away from my money. needs you. Держись подальше от моих денег, что? Большой чан для пивоварения на поверхности слоя мелких тонущих насекомых. Понял. Заперто. Бюст. Минерва. Римская богиня военной мудрости. Окей. Зеркало латунное. Латунь была отполирована до состояния примитивного зеркала. Его использовали для нанесения макияжа. Интересненько. Масляная склянка с примитивными духами, сделана из цветов и масла. Ключ сундука Аврелии. Украсть предмет. Ну, пока ничего красть не буду. Vote for Malleolus, unless you want me to slip some hemlock into your next drink. Get out. У тебя все нормально? Или я что-то делаю не то? Ларарий. Маленькое домашнее святилище, где древние римляне молились о защите. Какие глубокие познания, однако, древнеримской мифологии. Похоже, Домиций прибыл в город со своим щитом. Ой, не так. Да, они просто... Здесь Теофил устроил оргию с 4 девушками и в равной мере разочаровал их всех. Блин, окей. Пусть боги будут добрее к тебе, чем они были к нам. Незнакомец. А. Да? Понимаю. Ладно, давай еще посмотрим тут. Угу. За водопадом ничего нет. Гусиные яйца. Кучка гусиных яиц, снесенных городской гусыней. Взять? Естественно. Капусточка. Там тоже, кстати, есть. О! А ты разве не должен меня увезти? Ah, it's you again. Now, Так, давай ты мне о золотом правиле скажешь. I mean, everybody here's got their own view about what we need to do to survive. But I say, let's spend less time arguing about what it means to be good and just get on with it, you know?
Не, пока не очень. Well, as much as I'd love to get out of here, the harvest's always more fruitful in another man's field. Да, да, это правда. But Scintilla, Sentius's daughter, went missing a few weeks back. Could be she found a way out. If anyone knows for sure, it'll be her sister, Sentia. But she'd never tell the likes of me. Окей, это не та ли Карен, которая Сентила? Очень интересно. Хочу ли я туда прыгать? Ой, я в дерево врезался? Да. Дерево с невидимой стеной. Я так понимаю, выносливости у меня нет, поэтому мне нужна твоя помощь, да? Там что-то есть. А, это бабочки летают просто. Просто так летаете? Понял. Я могу сюда забраться? Там какие-то интересные цветы растут. Яблоко, да? Сенти, Сентила, Сентия. Не кради, не обижай никого, не... Кто бы не начал писать это, он не успел завершить начатое. Угу. Соус опять этот... Я не могу пройти? А, это я. Я пытался прыгнуть. О, канатная дорога, кстати. Отсюда я вышел, да? Похоже на то. Охренеть. Ладно. Ну, бабочки явно непростые какие-то. Но сюда я не допрыгиваю. Хотя здесь допрыгиваю, да? А, нет, оп. Я понял. Я могу допрыгнуть туда. И там кошелек какой-то как будто бы. А, черт. Не получается. Ой-ой-ой. Это очень странно работает, что куда-то я могу... О! Да стоп! Серьезно? Так, наверное, это совсем не работает, да? Ага. О! Ну, я сейвился, правда. Окей. Все-таки произошло то, чего я боялся. Да нет, ну,
Я могу туда запрыгнуть, но почему-то не получается. Стоп, а может быть... Как-то сверху? Там явно лежит... Почти. Ладно. Не получается. Стрёмные статуи. Все-таки, видимо, я могу этими канатными дорогами потом пользоваться. Не зря же они тут так. Salve, friend. I'm Octavia. Welcome to life under the golden rule. It's a ghastly thing, is it not? How are you faring so far? Окей, все в порядке. Ah, another stoic, perhaps. We all need something to help us through times like these. We've all been where you are now. I remember when I first arrived. I used to lay awake at night contemplating the big questions. Why am I here? Is there a way out? What is the golden rule and who or what is responsible for it? I still don't have any of the answers. I don't think anybody does. But I'm happy to share with you what I've learned. Здорово. То есть это золотое правило, если ты его нарушаешь, ты инста, получается, превращаешься в золото. Here, in this place, the magistrate has me earning my keep by cleaning and pruning the gardens. It's not quite how I expected my life to go. I used to live in a lovely villa on the banks of the Tiber. I was even betrothed to a handsome young man from a prominent family. But long hours of menial labor for the good of the community has its own charms too, I suppose. Как ты сюда попала? Oh, much the same way as many of the others. When the fires came to Rome 7 months ago, my family and I fled for the Tiber, hoping to escape on a barge. We were among the fortunate ones with enough coins for passage, but unfortunately, there were a lot of desperate people, and they boarded before we could depart. A scuffle broke out, and I was pushed overboard. The last thing I remember was the water, rising up to hit my Все из cheekbone. воды. I woke up by the river, near that shrine, and stumbled across this place. Угу. Ну что ж, ясно. If you like. Как отсюда выбраться? I'm afraid not. Although I did once hear Да, someone да, gossiping спасибо, down я at уже a в village курсе. tavern about a possible way out. I don't put a lot of stock in such rumors, but if you're desperate and wealthy, you could look into it, I suppose. If that doesn't work, then I suppose we're all stuck here until the gods decide our fate. Это интересная оговорка. I hope it works out. Что ты думаешь о золотом правиле? Many shall suffer for the sins of the one. I think about those words a lot. I'd like to think that if we all love our neighbors as ourselves and do to them as we'd have them do to us, then we'll all be fine. But on the other hand, I was always taught the intent of man's heart is evil from his youth, and that all of us are born with a tendency towards sin. And that's where I get stuck. Is it true? Are we born with a tendency towards sin? Ну, не думаю, что это так уж категорично. You don't think that's a little naive? Ну, другого варианта не было, поэтому I да. suppose you've never seen what I've seen. Innocent men and women torn apart in arenas while thousands of Romans look on and cheer. Я от своих слов не отказываюсь. I wish I shared your faith. Ты христианка? Да. Please keep that to yourself. I know you're not from around here, Да. but things are very difficult for us right now. There was a terrible fire in Rome last year, and our emperor decided to make us his scapegoats. There were executions. It was horrible. Сохрани твой секрет. Thank you. You have no idea how much I appreciate that. Ну, нет, этого ни холодно, ни жарко. Right, well, it was lovely to meet you. I look forward to getting to know you better over the coming months. And if you ever... I can't believe this is how it ends.
О, No. No. No, 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 no. Orpheus, what are you doing? Get back from there. If you lose your balance, you'll fall. That's the idea. What? Why? Why would you want that? Why do you think I'm stuck for the rest of my life working for a man who treats me like an animal? I know things are hard for you right now. They're hard for all of us. We're all in this together, Orpheus. Please, please just think this through. If you do this, it could be the sin that seals all of our fates. Is that what you want? I'm sorry, but I just don't care anymore. Please, Orpheus. Help him. If he goes through with it, it could be the end for us all. I don't know what to do. I've never had to deal with this sort of thing. Please, you need to talk to him. ну, конечно. А, то есть у меня забагался интерфейс, да? А, все разбагался. Не, ну я поговорю с ним, Thank окей. you. And please, choose your words carefully. Давай же вперед, балет. Ульпи, можем поговорить? Let me guess. You're going to lecture me on how suicide is a crime against the Empire. Собираюсь спросить тебя, что стряслось. I screwed up my life. That's what's wrong. I borrowed money, and when I couldn't pay it back, I wound up in debt bondage. I'll be stuck slaving away for that Culus Cumulatis Malleolus for the rest of my life. I'm out. Wherever you are, Scintilla, my love. I'm sorry. Сентила. No! Фокус с исчезновением. И правда исчез. I can't believe he went through with it. Oh Lord, Снова Сентила. poor lad. Моя вина? Нет, что теперь будет? I'll have to let everyone know what happened. And I guess Malleolus will have to clean up the mess in his villa. It's of his own making, after all. And I'd best pray for poor Ulpius. Да. Как нам пройти испытание, если мы не знаем правил? Никто не знает правил, да? Великого храма. Так, еще раз, что у меня там написано в записке? Всю жизнь бегая кругами, пытаясь найти выход, но пророчество оказалось верным. Сегодня выбраться, здесь есть всего два варианта: умереть или спуститься в этот богом забытый проход в прошлое. Совершил ошибку, выбрал второй вариант. Кто все исправить, старался изо всех сил, но чтобы не делать, всегда возвращался обратно. Окей. Он видит через их глаза. Он же сюда тяганул, да? Прыгай. Ни хрена себе, прыгай. Там как будто бы вода. Блин, ладно, я сохранюсь и рискну. Я получил ачивку. Интересненько. Каш седой, морковь фиолетовая, понятно. Греческая ваза, на которой нарисовано некое сражение. Греческая скульптура головы юноши. Записка Ульпия. Ульпи говорит своей пропавшей возлюбленной. От Ульпия пропавшей возлюбленной, да хранит тебя Бог, зная, я держал столько, сколько мог, но без тебя моя жизнь бессмысленна, надеюсь лишь на то, что мы встретимся вновь в Эдеме. Окей. Так, а там нет больше ничего. Керамическая чернильница, кажется, чернила сделаны из сажи с водой.
Записка от Юлии. Это бутылек. Предсмертная записка. Предназначающаяся Малеволу. От Юлии к ее пленителям Малеволу и Клавдии. Да поглотит вас проклятие. Когда вы прочтете, я уже буду мертва, ведь смерть предпочтительней, чем еще один день в долговой кабале у вас. Пусть ребятники вечно кривят вашу печень. И что она... Пузырек для смертельного яда... Да, болиголова пахнет как... Мышиная моча. Вот как, блин, пахнет мышиная моча? Чего? Несомненно, было неприятно готовить пищу при наличии плохой вентиляции, но римляне, вероятно, считали это проблемой своих слуг. И правда. Чернильница. Это я, да, видел. Склад какой-то. Запертая дверь. Thank you. Did you just leap into my villa from the balcony 100 feet above? That was either extremely reckless or impressively clever. Well, why have you risked life and limb to see me? Ну, расскажи о себе. У него гетерохромия. And if it wasn't for this interruption, I'd be practicing my victory speech for the election later today. А, да, выпивку тому, кто проголосует за Малевола. Это я помню. Что сделаешь, если победишь? I'm glad you asked. I'll finally restore freedom to this city, just as I've been promising. These good people have suffered long enough under Sentius's tyranny. Как ты этого добьешься? By declaring there's no such thing as the Golden Rule. It's a children's fable exploited by Sentius to frighten us into submission. Wait, don't tell me you've fallen victim to that monstrous lie? Почему уверен, что его не существует? The person making a claim bears the onus of proving that claim. Can you do that? Can you prove the Golden Rule is real? Ну, учитывая вот эти вот все золотые статуи, ладно, но насчет сомнений, наверное, не стоит это говорить. Поговорим о чем-нибудь еще. Не знаешь, как выбраться? We're stuck down here together, for better or worse. We're all going to have to make the best of it. Окей, что думаешь о золотом правиле? The children's fable exploited by Sentius to scare us all into doing what he wants. Окей. I trust you can see yourself out. Through the door this time. There's a key just beside it. А, окей. Я понял, он упал, типа, самоубийца хотел как раз, упав на его виллу. Это было изобретательно. Достаточно изобретательно. Только где труп-то? Куда он упал? Я так никого не увидел. Ну, это же не он. Не мог же это он быть. Он типа мог превратиться в золотую статую и так упасть, но это же не статуя золотая, это какой-то странный очень скелет. А, вот ключ. А, стоп. Взять. Спасибо. Ползучие лозы. По ним можно было бы забраться, если бы они только могли выдержать мой вес. Ну да, бабочки явно что-то значат. То есть кто-то мог по ним лазать, какие-то дети, если нет, есть. В целом. Но бабочки тут явно неспроста. Здравствуй. Hey,
You're not thinking about going into the cistern, are you? Что такое цистерна? Не совсем. Интересный шлем у тебя. You'd be eaten alive, little runt like you. Сожрали кто? Nobody's told you about Hannibal. Ugh, why do I have to do everything round here? So, there was this guy called Hannibal, right? Funny accent. Used to go down into the cisterns looking for junk he could clean up and sell. One day, a few weeks back, he comes out and tells me the cisterns are haunted. Said he could hear spirits wailing. Of course, nobody believed him, because who trusts a Carthaginian, right? Anyway, a few days later, he goes back in. And hours go by, and he hasn't come back out, yeah? So I go down after him, and it's dark. But in the distance, I can just make out his body. Не золотое. Sprawled out on the ground, and hunched over him was something that made my blood run cold. No word of a lie. I saw a creature. Like the corpse of a man who'd been flayed. And it was eating Hannibal. Звучит так себе. Разве не нарушило было золотое правило? If it was a man, maybe. But I swear on my life this was no man. More like a Strix. Or some Versipelus that feeds on human flesh. I didn't stick around to see which. Версипеллиса. Блин. Ну и названица. Ладно, и что ты сделал? What any sane person would have done. I legged it out of there and put a sign at the door to warn the others. Ладно, пожалуй, не пойду туда. Good idea. Пока что. А где табличка-то? Что-то я таблички никакой не вижу. Да, блин, да. Я не могу привыкнуть к этому. Слушает их ушами. Ты, видимо, Эквития, кто-то там. Эквития. Эквития. Ну, расскажи о себе, Эквития. Oh my. I take it people are quite direct where you're from. I suppose it's quite charming in its own way. Usually, however, you wouldn't simply march up to a Vestal priestess and without due formality or courtesy ask, "What is your story?" Сорян. Что следовало, как следовало поступить, что следовало спросить? Я тороплюсь. Would be to arrange an introduction through a mutual acquaintance in high office, by which time you would already know how to address me. And then you would find a way to satisfy your curiosity rather more indirectly. But to be honest, I've often thought what an unnecessarily formal way to communicate that is. So, let's do it your way. You just keep being yourself and ask whatever you like. It'll be a refreshing change. Окей, здорово. И чем занимается жрица Весты? You really don't know? You are from far away, aren't you? Well, I am one of the priestesses charged with keeping the sacred flame in Rome's shrine of Vesta burning. I take it you know who Vesta is? Напомни. Vesta is the mother goddess of hearth and home, and the guardian of the Roman people. Угу. Ладно. И чем ты занимаешься? Put simply, Конкретно. I tend to the temples, ensure their sanctity is preserved. А разве это нужно? Да, вот зачем? Why? So that we continue to honor our gods, invite their blessings, and not bring their wrath down upon us. Разве это не нарушит золотое правило? It's vital that we keep them appeased and remain in their good graces. Как тебя сюда занесло? You know, I'm not entirely sure. But what about you? How did you end up here? Попал в реку. Девушка по имени Карен вытащила меня из реки и отправила сюда. Karen, you say? And nothing about that name seemed odd to you. Догадываюсь,
Имя, конечно, старое, но в моей родине порой встречается. Older. I see. I wonder if... No. Что ты хотела сказать? I apologize. I don't mean to be cryptic. It's just that you've got me thinking. Have you spoken with any of the others about how they arrived here too? I really think you should. Go around and ask them what they remember and see if you notice it. Да, они все вышли из реки. Ну, хорошо, я этим займусь, конечно. Good. Thank you. But please be careful. I just don't want to see what happened to Livia happen to you too. Что произошло с ней? Up until a few weeks ago, she was a perfectly productive member of our little community, darning clothes and cutting hair. She was always so chatty, always seeking out newcomers and asking them where they were from and how they wound up here. And then, about a month ago, she suddenly changed. She withdrew, stopped working and became despondent, started muttering to herself. Galerius and I visited her to see how we could help, but she just looked at us with this haunted stare, called us bloodless shadows, and told us we were ignorant of some pattern. Look, it could be unrelated. Perhaps she simply fell ill. Or, as Galerius suggested, the weight of the golden rule was too much for her. But there is a small chance that she learned something, saw a pattern nobody else saw, and that it broke her. I just don't want to see that happen to you. So be careful, will you? Ладно, допустим. Now, go and follow the thread of truth through this labyrinth and come back to me if you discover any patterns. 3 общие темы. Реплика сделает данное задание приоритетом, маркеры будут... окей, посмотрим, что можно сделать. Так, не знаешь, как отсюда выбраться? I don't, I'm afraid. It seems to me we're exiled here until the gods judge us, one way or another. Что думаешь, что там правили? I'm quite sure it's the work of the gods, which is strange because they've never been particularly concerned with our misdeeds, as long as we've kept the peace of the gods. We asked for blessings, for good health, bountiful harvest, military victory, and in return, we offer praise, wine, incense, or animals. But here, it seems they require much more of us. I find myself reminded of an especially pertinent tale from our great poet Ovid in his epic Metamorphoses. Would you like to hear it? It is rather long. Блин, ну... Давай, ладно. Wonderful. It goes like this. Baucis and Philemon were an old married couple living a humble life in a small town. One night, the town gets a visit from a couple of vagrants. They go from door to door, asking for a place to stay the night. Of course, being vagrants, they're turned away sharply from house after house, 1,000 in all, until finally they come to the little cottage where Baucis and Philemon lived. Now, the kind old couple had very little to offer, but nevertheless, they invite these strangers into their house and offer them food, wine, and a place to stay. Immediately, the guests make themselves at home. They begin gulping down the old couple's wine, so much so that Baucis, the old lady, begins to worry they're going to run out. And then she notices something strange. Her wine pitcher keeps refilling itself, as if by magic, realizing only a select few possess such powers. Says to her husband, Philemon, неплохая магия. these men are gods in disguise. Immediately, the couple begins apologizing for offering such coarse wine, and the vagrants metamorphosize and reveal themselves to be Jupiter, the king of the gods, and Mercury, the trickster god. They confide they didn't mind the Юпитер это Зевс. They were just pleased that А someone in Меркурий, the я не town offered помню. them hospitality. Then Jupiter says to them, "You have passed our test, but everyone else in this city failed, so we are going to destroy this place and everyone in it, except you, who we will grant a wish." So old Baucis and Philemon escape up into the mountains safely, and they receive their wish, which is for eternity together. Meanwhile, Jupiter carries through with his threat and wipes that city off the map.
Some say the moral of that story is that we must all honor the sacred rituals of guest friendship, the reciprocal obligations owed between hosts and guests. But I like to think it's that we should always show compassion for those less fortunate than ourselves. Окей. Меркурий — это Гермес. Мораль в том, что боги в любой момент могут убить тебя за провальную проверку правил, которые они потрудились сообщить. Но в целом я соглашусь, пожалуй. I'm pleased to hear it. Окей, как продвигаются выборы? It must be completed by dusk, just the same as any other official business. Вопрос, как тут время идет. Incumbent and Malleolus, the challenger. Why do you ask? Кто может голосовать? All of the male citizens who are willing and able to attend, unless they're running, of course. А женщины? That's just the way it's always been, I'm afraid. It never sat right with me either. There are some women who can vote, Vestal priestesses like myself, but in this case, given my role overseeing the election, Понимаю. I've decided to abstain. I can't allow the perception that I'm being anything but fair and independent, but if it's any consolation, there are other ways to influence the outcome of an election. Например? By using whatever gifts the gods gave you. Nothing untoward, of course. Что? В рамках приличия каким-то образом? Нюдисы? Ладно, чем ты занимаешься на выборах? I'm responsible for announcing it and making sure the procedures are followed. Окей. Могу выдвинуть другого кандидата? You can, assuming they're eligible and willing to accept the nomination. Можем провести выборы сейчас? As I said, I'm planning to hold it before dusk, but I suppose I could hold it sooner. Окей. There's good reason. Ладно, неважно. Certainly. Чем-нибудь еще? Случалось спрашивать людей, как они сюда попали. Did you notice anything? A pattern? Да, да. Никаких. В смысле никаких? Река. Well then, keep asking people how they wound up here. I don't want us to rush to any conclusions yet. Ну ты и дурында. Fate weighs heavily on my mind, and dictates we should be sure. Yes, you should ask the others first. Окей, я Come back пойду. to me once you've acquainted. Так, кажется, после того, как пару недель назад Ливия что-то обнаружила, она начала вести себя странно. Вот так вот надо сделать. Фокус с исчезновением. Ульпия. Расспросить можно. Выяснить, как предотвратить... Что? В смысле? А почему оно активное? Не понял. Как оно может быть активным, если он уже... Блин. Серьезно? Ладно. Оно не отмечается никак. И это тоже не отмечается никак. И это тоже. Записка для Октавии. Путь к тайному святилищу. Войти в пещеру за театром, затем повернуть направо на первой и второй развилке. От анонимного друга Октавии. Дабы условить и сохранить тебя Господь, жаль, что я не могу рискнуть обсудить это с тобой лично. Если я не ошибусь, то ты такая же верующая, как и я. Возможно, ты не можешь открыто поклоняться, но знаешь, что ты не одна. Если ты когда-нибудь почувствуешь, что тебе нужно где-то помолиться, можешь пойти в особое место, в пещеры за театром. Поверни направо на первой развилке и еще раз второй. Угу, понятно. Так. Да.
Короче, там какой-то, видимо, христианский храм, что ли. Что-то такое. Тут я бывал, да? Да. Вопрос, а что такое театр? И где его взять? Это вилла этого мужика, да? Так. Ты вообще кто такой? What now? Расскажи о себе. The name's Domitius. You want to get to Malleolus? You go through me. Почему на тебе одежда гладиатора? Why? Because I am a gladiator. That's why. Но ты не рядом с ареной. You want to see me fight? Keep running your mouth, fatuous cunners. Ладно, не знаешь, как отсюда выбраться. When Malleolus wins the election, yeah, this place will change. You won't even want to leave. You'll see. Окей. I think it's gone on long enough, and Malleolus is going to put an end to it once Понятно. he's elected. Как он собирается это сделать? He's going to announce it in his victory speech. Just you wait and see. Ясно. Почему не можешь сказать сейчас? Because if I tell you, and it gets out, it'll give old man Sentius a chance to interfere in our plans. And we Логично. can't have that. Ну ладно, не очень-то верится. Old man Sentius got you already, did he? Well, I'm not talking to people in his faction. Черт. But you are, eh? Черт. Os in Coolio mio. Черт. Ладно, надо было подумать об этом. Жрица? Жрица ушла уже куда-то. Я там был, да? О, здорово. Smile on you, brother. Ты мне что-нибудь нового скажешь? It's now. Ты думаешь о выборах? I can't see how I could vote for either candidate. I don't like Sentius much, but Malleolus is almost as bad. Even I could do a better job. Me, a farmer. And I've never given a speech or put on a toga in my life. Окей. Alright, see you around. До свидания. Так, ну опять же, бабочки все-таки что-то значат. Поет, но я ее не вижу. Ого! 340. Ни хрена себе. Неплохо. Ну это, короче... Просто сейчас поднимусь. Да. Так, я все-таки не понял. А куда делся-то мужик, который спрыгнул? Могу себе позволить пробежаться, у меня, блин, скорость бега огромная. Направить тебя. Жрица направит меня. Вы говорили про жрицу до этого. Короче, мне надо как-то стать тем, что выдержит лианы. Я понял. Ну,
похоже, все-таки он реально... Вот это вот он, что ли? Великого храма. Двери заперты. Ладно. Thank you. I am delighted and deeply honored to have been elected your magistrate. Oi! How did you get in there, you cheeky little stir? Отстань. Я хочу еще походить. О, какой у тебя акцент. Ты тоже из далеких земель. Это какой-то восточноевропейский. And I must say, my sartorial friend, your clothing is most extraordinary. Leather boots in place of sandals, trousers with precise stitching, and such a curious design. Он знает про брюки. Traveled distant trade routes from the markets of Damascus to the farms of India, and never have I seen anyone dressed quite like you. Tell me, I must know, from which exotic part of the world do you hail? Из-за пределов известного вам мира. Then you are an explorer, like me. Wonderful. You must have many stories to share. I cannot wait to hear them. We will have much time here to get to know one another. But for now, do you require assistance? I know you do not require clothing, so information... Конечно. Откуда ты? My story? How kind of you to ask. I am a tailor and I run the humble shop in the forum. Зачем здесь портной? You mean to say, with all the turmoil and terror of the Golden Rule and so few customers, why bother setting shop at all? Ну, типа того, да. I'll tell you, it is precisely because of the Golden Rule that I wish to remind my friends of the importance of looking one's best. I say, the more of our customs we preserve down here, the more we can preserve a semblance of normality, the better our chances of keeping our heads. Don't you agree? Ну, да, это имеет смысл. Oh, and there is another reason too. If we all end up as golden statues for future generations to marvel at, I don't know about you, but I would like to look my best. Как ты здесь оказался? Question. A very good question indeed. And I would be happy to tell you if only I could remember it clearly myself. Ну, расскажи, что помнишь. I remember I had just been to Rome to sell an extraordinary selection of wares, and drowning in coin, I decided to celebrate my success. I rented a prestigious villa by the Tiber, invited over a few select friends, and we began making our way through some of the most exquisite wine money could buy. Quite a lot of it, in fact. Now, I have had visions and awoken in strange places before. I have even found myself naked in the desert sands more than once, but none of that compares to this. This time, I remember people screaming, then falling into a void as empty as time before creation, gasping for air, and then nothing. When I regained my faculties, I was lying naked by the banks of the Tiber, gods know how many miles from my villa. Был по Тибру, значит, да? I'm lucky I was carrying a little extra weight. I believe it kept me afloat. In any case, it seems I'd been rescued and resuscitated by a benevolent stranger. I went to find firewood for his campfire, stumbled across a cave, and discovered that trapdoor temple. And here I am. Люди упоминали незнакомца. Поговорим о чем-нибудь еще. Не знаешь, как отсюда выбраться? Not so loud. What are you playing at? Что-то не то говорю? Have you not been told about the last attempt? А предыдущий? Oh, then I suppose this duty falls to me. Ah, it is a long story. Ну давай. Рассказывай. Of course, the first question any of us asks when we first arrive is, how do I escape? It is only natural after all. And scaling the chasm wall is out of the question.
for it is simply too steep and too far. But as they say, if the wind fails, use the oars. And here the second option is to leave the way we came in, through the shaft above the bathhouse. See, the shaft is quite high, but if one gathered up enough wood, one could make a series of ladders and climb one's way out. Почему никто не пробовал так сделать? I am getting to that. There was an attempt made by resourceful fellows who lived here some years ago. They even decided to keep records of their escape attempt for posterity. Unfortunately, as soon as they began to carry the first ladder down the hallway, they heard a godlike voice shake the entire city, and that, tragically, is where their tale ends. Ну, кто-то все-таки выбирался, но тоже превращался в золото. Понял, спасибо. Ты думаешь, что золотом правили? The many shall suffer for the sins of the one. As a Greek, this is nothing new to me. It is how our gods operate. Ну, акцент у тебя восточноевропейский. Если я все правильно понимаю. Have you not heard the tale of the god Hades? He was the first to learn this dreadful lesson when he abducted Да, я играл в Хейдес, спасибо. When Demeter, the mother of Persephone, learned of this, she did not punish Hades, the guilty one. Instead, she changed the climate of Earth so that it became hot and dry. Nothing grew. The grain turned to empty husks and the rivers dried up. Innocent people died by the tens of thousands until at last the other gods were forced to act, lest they have no worshippers left. Логично. So yes, we know this rule. This has always been the case. The golden rule has merely brought it into focus. Мы можем что-нибудь сделать? If we are to survive, I say we must each heed the simple wisdom of Thales of Miletus, first of the 7 sages of Greece, who said, avoid doing what you would blame others for doing. Ну, логично. Вроде довольно просто. Doesn't it? But it is not enough for us to do this alone. For even if 99% of us adopt this principle, that will never be enough. Sadly, no matter how well we protect ourselves, the life's work of many good people can be undone in the blink of an eye by a single selfish act. Довелось это увидеть. The voice of experience. I am sorry for your loss, my friend. But on a lighter note, I will say one thing for the Golden Rule. For all their grim and haunting poses, these golden statues do make magnificent models for my clothing. Какой ужас. За кого будешь голосовать? My friend is quite the dilemma. But after some reflection, I'm leaning toward voting for Millon. Вот так вот, да? I do not enjoy the thought of another visit from Domitius if I voted the wrong way. Поговорим о чем-нибудь еще? But of course. Пойду. I hope that our paths cross again soon, my friend. Окей, спасибо, чувак. Да, он реально доредил статую. Жесть какая. Краски для одежды, по-видимому, их добывали из растений и насекомых. Сундуки динарий. Да блин, зачем я escape нажимаю постоянно? Господи. Make sure you stay away from that empty shrine. It's going to collapse at any moment. А это французский. Записка с обвинением. Намекающий на то, что Вергилий грешник. Вергилий, неужели ты хочешь быть ответственным за грех, который уничтожит всех нас? Кузнец. Римская кочегарная лопата из бронзы. Пахнет золой. Вергилий, значит, да? Еще одна. Я знаю, что ты... я знаю, кто ты и чего ты хочешь. Вернись с этого пути. Сверни с этого пути, пока мы все не пострадали за твои грехи. И их, видимо, там еще много. Записка с... Да. Вергилий, может, они еще и не видят, но я хочу, чтобы ты знал. Я вижу тебя.
Ладно, давай. Sometimes I stare at the great temple on the bluff, and I think, whatever is... Ah, a new face. Salve, and welcome to a little community. My name's impossible to pronounce for most people, so you can just call me Virgil. Что такое Сальви? Сальви Мундо. Сальви. Это явно не мать. Откуда это Сальви Мундо? Не знаю. Черт с ним. Заметил надпись, чему кому-то считать тебя грешником. Look, I haven't done anything wrong, if that's what you're thinking. Somebody just has a problem with my preference for male company. Да, явно французский акцент. Нравятся мужчины? Hey, nothing gets by you, huh? Sorry, that was mean. Yes, I like men. And when you grow up in the north, as I did, in the city of Noviomagos, you expect a bit of hostility. The Batavi are not known for their tolerance. I saw enough friends killed or driven away to know the cost of not keeping your personal affairs to yourself. So I hid who I was for, what was it, nearly 10 years? Watching what I said and where I looked. But that kind of А сейчас почему не боишься? Until living isn't any better than the thing you were afraid of. Needless to say, Понял. since I'm now living underground, halfway across the known world with an assumed name, my openness didn't go down well among the enlightened folk of Нет, это немецкий. Это немецкий акцент. Жаль это слышать. Nice of you to say, but not necessary. In any case, the Romans are far more accepting, and among them, I get to be who I am. Or at least, I thought that was the case. It seems I was wrong. Знаешь, кто пишет эти надписи? It's not just graffiti. Ну да, да. I have quite a collection of handwritten А, notes в смысле, too. там The еще strange thing граффити is, есть? I keep my personal affairs to myself. I've never really been interested in any of the men here. Not my type. So I'm not sure what I could have done to upset this person. Может, он про другое тогда и... I'd say it's probably one of those cultists. Что за культисты-сектанты? Strange bunch. They insist there's only one God, and that he Христиане, сектанты. Can you believe that? If there are any of them here, they won't admit it. Not since they supposedly burnt down half of Rome last year and went into hiding. All I know is if these threats keep escalating, eventually my secret admirer is going to cross a line and break the golden rule. Давай выясним, кто это. What? Really? I didn't expect that. But thanks. It's always a pleasure to meet someone so selfless. I'm glad you arrived when you did. I'd start by figuring out who the cultists are. Or maybe ask around among the merchants here. Someone who lives or works in the forum must have seen something. But if you find them, please don't hurt or humiliate them. I suspect they're just confused. Ладно, посмотрим, что можно сделать. Расскажи о себе. I'm an architect. Or at least I was back in Rome. That's probably too grandiose a term to describe what I do here. Help out with repairs and try to stop old buildings from collapsing on people. That kind of thing. But you probably don't want to hear about the ingenious architecture or mysterious history of this place. Mysterious history? Ну, расскажи об истории. Oh, I'm glad you asked. Some of these shrines were constructed hundreds of years ago, which means Romans have been arriving here for at least that long. But there's one thing that puzzles me. The oldest shrine in this avenue isn't Roman at all. It's Greek. Римляне все время копируют греческое искусство и архитектуру. Well, yes, that could be the reason. Or it could mean
that there were Greeks living and worshipping here before the Romans arrived. Which begs the interesting question, who really built this place? And could it be far older than any of us imagine? If only there was a way we could talk to the people who came here before us. The stories they could tell. Но об архитектуре? Gladly. Personally, my favorite thing about this place is the aqueducts. Those series of adjoining arches. They're an ingenious feat of Roman engineering with a very practical purpose. They take fresh water coming from outside the city and distribute it all across the chasm. It's funneled below the palace and into a cistern beneath the great temple. Some of it flows down into another cistern beneath the villas. And the rest is funneled to the shrine of Proserpina, where it fills the lake and allows us to fish and farm. По ним в город попадает вода, можно ли использовать для побега? Not so loud. Just talking about that could anger the gods for all we know. I'm not saying it's impossible, but you'd have to find a way inside somehow. Just, please, try to be a bit more discreet about it. Выясните, как упасть на верхнюю цистерну. Концы в воду. Храм на обрыве? This one's a bit of a mystery. Given the way it's positioned so prominently, looking down on us, it's clear that whoever built it felt it was the most important temple in the city. Unfortunately, someone else went out of their way to keep its purpose a mystery. You see, В каком смысле? usually a temple is dedicated to a particular god, like Proserpina or Diana or Apollo. Usually, that god is obvious. But in this case, it's unknown. There's an obelisk out the front, which probably used to bear the name of this unknown god. But it appears some barbarian defaced it. And of course we can't get inside because it's locked up tighter than the Temple of Saturn in Rome. And that contains the treasury. So we're all left wondering, which god is that temple dedicated to? And could it be the one responsible for the Golden Rule? Unless somebody figures out a way inside, I suppose we'll never know. Угу, понятно, то есть в него так никто никогда не заходил. Of course. You wouldn't believe Знаешь, как отсюда выбраться? once asked that question. But I tell you the same thing I tell everyone else. There are much worse places to live out your days. You might have a few sleepless nights thinking about the Golden Rule, but once you get used to the fear, knowing that a single slip-up could cost you everything, it's not too bad. Nothing new to me, anyway. В смысле? Oh, I just mean I grew up in the Batavi tribe, far to the north in Noviomagus, and learned to expect a bit of hostility. They weren't nearly as tolerant as the Romans. Батавы, название германского племени, населявшего некогда нынешнюю Голландию. Да, да, да. У него немецкий акцент. Я прав все-таки. Что думаешь о золотом правиле? People say it's divine, the work of a god, but I'm not so sure. It just seems so flawed to me. Like it's distinctly human. I mean, once you've been here long enough, you'll notice people doing things that just seem so wrong to you. But this so-called god doesn't seem to care, which means one of two things. Either you don't know the difference between right and wrong, or this unknown god doesn't. And I'm pretty sure I know the difference. Do you? Ну, вроде да. Good. Then I hope you'll agree that there are only two ways of dealing with unfair rulers. The first is to leave. The second is to remove the ruler from power. And it seems leaving may not be an option. И как лишить бога силы? Good question. It's best if I say no more, but I hope you'll give it some thought. Окей. За кого будешь голосовать? Malleolus is talking about loosening some of the restrictions in this place. And while it's all a bit vague, at least he has a vision.
Могу как-то повлиять на твой выбор. Почему я больше ничего сделать не могу? My vote isn't for sale, if that's what you're asking. Окей. Nice to talk to you. Очень странно. Вот это граффити, да? Грешник. Понял, спасибо. Так. О, 43 монетки, нормально. Туалет. Общественный туалет, наверняка пользование этими дверями сопровождалось использованием губок на палках. Губок на палках? Бедолага. Палочка с губкой. Маленькая палочка с прикрепленной пикак поншон стик. Чё? Анхидженик. Что это значит? Должно быть римляне использовали вместо туалетной бумаги. Похоже, нам предназначено для общего пользования. Лучше скорее положить ее на место. Всегда помни, они наблюдают. Прикольно. Найди меня, да? А при чем тут Тимур, интересно? Там с пресной водой, которая поступает из акведука за ним. Если вода попадает в город через акведуки, то возможно получится сбежать через них. Это же мысль. Найди лук. Раздобыть лук. Записка от Невии. Я запираюсь, не пытайтесь уйти за мной. Ничего хорошего из этого не выйдет. Невия. И способ попасть во дворец. Это... И еще 200. О. Еще 246 динаев. Здорово. Так, а сколько это у меня их? 631. Вау. Сюда можно сходить еще. Угу. Это что за Сизиф? Или это Индиана Джонс? О! О! Ой-ой-ой-ой. Ай, окей, это ХП. Изобретательный способ попасть в верхнюю цистерну. Заперто. А на фонарик всем пофигу, это интересно? Или нет? Давай попробуем. Кому-нибудь прицелиться из фонарика. А все, это тот же самый храм, да? Не могу пошевелиться. Да, великий храм это. Да, прикольно. Можно будет реально, скорее всего, по ним перемещаться. Угу. Ничего тут нету, да?
lamp like that. Where's Apollo? Слава Аполлону. Ave again. Did you find what you need? Так. Случалось спрашивать людей? Notice anything? Да. Кто-то упоминал встречу с незнакомцем на берегу реки. Yes, I also had such an encounter. What else? Больше в глаза ничего не бросилось. There are definitely some common threads there. Keep asking people how they wound up here. Livia's fate weighs heavily on my mind and dictates we should be sure. Yes, you should ask. Окей. Come back to me. Спрашивать остальных. Заперто. О, тут нет заперто. Только сундук заперт. Тебе нормально? Набор примитивных медицинских инструментов, включая щипцы и ножницы. Сумка стеллаж с травами, деревянный стеллаж, в котором хранятся различные высушенные измельченные вещества. И статуя Аполлона. Большая каменная статуя Аполлона, римского греческого бога болезней и исцеления, помимо прочего. Угу. Так, мужик, ну рассказывай, какой ты врач. А, это не мужик. Прости. Can't you see this woman is dying? She's been poisoned. She needs Lucrezia. the resin of a plant called Silphium, but that Culus cumulatus Decius won't give it to me. Деций. Мне очень жаль, хотелось бы мне чем-то помочь. It's too late. She just slipped away. Что произошло? She was poisoned. She came in here frothing at the mouth. Normally, I'd treat her with resin of Silphium, a rare plant which is perfect for this sort of thing. And I knew Decius had some at his market stall, right around the corner. So I ran over there, but he just looks at me with this evil smile and says, "That'll be 1,000 denarii." There was no way I could afford that, and he knew it. Then that toad shrugs and says, "Supply and demand. I guess you don't value your friends like that highly." Anywhere else, I'd just pay a thug to steal it from his stall. But there's no way I can do that down here with the golden rule. So all I could do is come back here and just watch her die. I kept on apologizing. And now I'll never know who poisoned her, or how they managed to do it without breaking the golden rule, or why she cursed that snake's cruel black eyes with her dying breath. Чем могу помочь? Well, unless you have the power to bring someone back from the dead, there's really just one thing you can do. Get me that Silphium resin. I'm going to have another patient in here soon. Could be in the next day, or in the next hour. Да. And I will not allow this to happen again. I don't care how you get it, but you have to make it happen. Because if I lose another patient this way, I swear to the gods below, not even the golden rule will stop me from marching up to that genetricum fututo and scratching his eyes out. Окей, я посмотрю, что можно сделать. Так, ну да, Лукреция, рассказывай, кто ты такая. I'm Lucretia, and I'm going to be straight with you. I'm not a physician. This is Nevia's clinic. I've just been filling in ever since she disappeared. I'm tired and out of my depth and miserable all the time. But I'd rather take this on myself than let one of you lot mess it up. Как ты сюда попала? My husband and I moved to Rome from Caesarea. He embraced the Roman way more than I would have liked and turned into an awful philanderer. I would have divorced him and demanded the return of my dowry, but I knew he would sooner have me killed than give me my right. Разводы в Древнем Риме? Не уверен. To take what was mine and disappear. And then the fires came. As he prepared to evacuate our villa, I gathered our most precious belongings, coins and gemstones, and the moment his back was turned, I ran. I could barely see for the smoke, and the streets were full of people trampling each other. I ran for the river,
like everyone else, and leapt in. The next thing I remember, I was waking up on a riverbank, not far from here. Наконец-то люди упоминали реку. Вау. Вот это глубокая мысль, конечно. Люди упоминают реку, незнакомцы и храм. Понимаю. Не знаешь, как отсюда выбраться? Some people here need proper medical care, not the half-baked, hanging by a thread excuse for treatment I'm giving them. Yes, короче... don't get sick or injured here. I'll do my best to treat you, but I'm out of my depth and dangerously short on everything you can imagine. Что думаешь, золотом правили? Without sin might sound good on paper, but whoever dreamt it up didn't think it through. Maybe it was an attempt to create some kind of utopia. But snakes like Decius will always find loopholes to exploit. And what can we do about it? Absolutely nothing. In some ways, we are worse off because we can't take the law into our own hands. Постоянно что-то шепчет статуя. Это нормально? Oh no. Sorry, I don't mean to worry, but no, that is definitely not normal. There was one other person who claimed she could hear the statues talking to her. But that was Nevia, and she went a little mad. Расскажи побольше про Невию. Well, she used to run the clinic. She was a midwife, not a physician, but she was the closest thing we had down here. And she was И это она заперлась, да? until she suddenly lost all interest in us. One day she told me she'd made some profound discovery about the golden statues. Что они все еще живы. This changes everything, she kept saying. But I had no idea what she was talking about. The last time I saw her, the last time any of us saw her, she was muttering to the statues, like she could talk to them. And then she shut herself in the palace, barred the door from the inside, and nobody's seen her since. She's been gone so long now, we figure she's either dead or up to something so strange that she doesn't want anyone else to know about it. But I really wish I could reach her, because that's the only hope I have of solving a troubling problem, a real thorn in the paw situation. One of my patients is suffering from terrible rheumatism. His joints are inflamed, and he's in constant pain. Кто? I really shouldn't say. He wouldn't like it. And he's a little bit scary. He's become so irritable that the smallest things set him off. And I worry he'll end up losing his temper and lashing out. And you know what that means. I just know Nevia would know how to treat him, assuming she's still alive. But nobody seems to know how to get into the palace. Найти лук. Ладно, хорошо. Thanks, I suppose. Можем проговорить про Юлию. Sure. What do you want to know? Или кто-то отравил, или она сама. Знаешь, что за яд ее отравил? Hemlock, I believe. Да, болиголов, точно. Могла решиться на I самоубийство? haven't seen her in months. She's not allowed to leave Malleolas's villa, and they are quite secretive. The many shall suffer for the sins of the one. What the fuck? А, все? Петля закончилась? Охренеть, петля закончилась. Сколько у меня ушло времени? 2 часа? Даже меньше? Жесть. Лупер. Спросить Ульпия, как бы Сантила отнеслась к его самоубийству. Loop road time once. Понял.
Salve, friend. I'm Galerius. Mind telling me who you are and what you were doing in the Shrine of Proserpina? Мы с тобой уже разговаривали. I don't think so. I've never seen you before in my life. Окей, ты фермер, тебя зовут Галерий, ты сейчас предложишь мне встретиться с Антием, чтобы он рассказал мне о золотом правиле, с которым я так и не встретился. Oh, I guess how much did I drink last night? Окей. Oh, and since you seem to be in a hurry, you should try out this device I made. Worked real hard on it. Кайф, чувак! Здорово. А, он его доделал, рукоятка для канатной дороги. Вау. Чел. Just attach the pulley to the rope over the lake and hang on to the handles. If it works, it'll be faster than walking. Здорово. Спасибо. And if it doesn't work, worst thing that can happen is you'll take a swim in the lake. I haven't quite summoned the courage to test it myself. But don't worry, it's completely safe. Probably. Спасибо. Right. See you around. Ладно. Так. И диалоги. Hope you're settling in, friend. Now. Да. Хорошо, сохраняются. Окей, это неплохо. Наверное, это с той стороны, что ли? Ладно, интересненько. Так, а сохранились ли у меня... Динарии сохранились. Минуточку. Понял. Понял, неплохо. Я вас понял. Да, черт с ней, со жрицей. А, да, мужика надо спасти. Так, ну-ка стоять. Salve, friend. Да иди нафиг. Если честно, мне очень нужен ульпий. All right, well, it was lovely to meet you. I look forward to... I can't believe this is how it ends. Oh no. No. No, 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 no. Orpheus, what are you doing? That's the idea. What? Why do you think... I know. Так, окей. Please, help him. Да. Разве Сантили хотелось бы этого? You know about that? How is that possible? I mean, I've never mentioned it to anyone. Ты все равно не поверишь, если я тебе расскажу. Well, if you say so. You don't understand. I don't want to hurt anyone. I just want it all to be over. Возможно, я смогу помочь тебе решить твою проблему. It's too late for that. Yulia and I made a pact. Блин, точно. And she's already swallowed hemlock this morning. If I backed out now, I'd be betraying her. I can't do that. Что если я смогу помочь ей? У меня косарь есть, кстати. Time's up. I'm out. Сука. Scintilla, my love. I'm sorry. Orpheus, no! Так, надо сходить сначала к этому мужику. Так, несчастный ягненок, понятно. Моя вина? That was not your fault. There's no way you could have given him what he wanted moments after you arrived. Самоубийство не нарушило золотое правило? I suppose it means suicide isn't a sin under the Golden Rule. So I guess that means whichever god is responsible for Ну да. it isn't mine. I'll have to let, and I'd best pray for poor. Да слышу я тебя. А, нет. Давай туда сначала, там есть... Кайфово. Там есть еще один сундук. Вот он.
Спасибо. Так, и где-то я еще как будто бы деньги достал или нет? Да, где-то еще достал, но я не помню где. Ну, немножко. Совсем. Лук убийцы. О, стрела. А лук? Стрелу я нашел. А лук? А лук нет. Ну, стрела это уже хорошо. Это уже что-то. Здорово, мужик, я тебя не видел. Так. Это все здорово. Но, пожалуй, перерыв небольшой. Так, ну ладненько, это все звучит интригующе. Наверное, я все-таки хочу на форум, да? Здесь же он. Деций. Нет, не ты. Нужно держаться вместе. Тебе интересно, откуда я, но сначала мне хотелось бы задать вам вопрос. Не знаю, что угрожает Вергилию. I'm afraid I have no idea. It is ridiculous though. Virgil is a fine man. But my young friend Fabia confided in me that she saw someone leaving graffiti on his shop front last night. Понял. Perhaps you should ask her about it. Здорово. Так, мне нужно найти Деция. Деций. Salve, stranger, and welcome to our idyllic little slice of the Empire. I'm Dacius. Так, здорово. Мне нужен сок Сильфи. Certainly. All I ask is a reasonable price of 1,000. Взломаешь цену на лекарство, которое может спасти кому-то жизнь? Что это за человек такой? Бери. Ты это слышал? О чем ты? Не бери в голову.
Окей, что произошло? Да, что-то шепчет. Да. Вот 1000. Флакон Сильфия, чрезвычайно ценного древнеримского средства от различных недугов. Отлично. Пока ничего. Блях, где был этот храм? Вот здесь вот, да? What are you doing in here? Can't you? She needs the resin of a plant called. У меня есть сок. What? Quick, Yulia. You need to swallow this. Я успел. Here, let me help you. Дает Юлии сок Сильфия. Hopefully, in a moment, she should be able to breathe normally. That was extraordinary. How did you know she needed this exact thing? And at this exact moment? Are you some kind of oracle? Ну... Давай ты не поверишь все равно. Look, if you don't want to tell me, I won't look a gift horse in the mouth. But no matter. That was like the gods hearing my prayers and intervening. Ну, типа. You just saved a person's life, and you should be proud of yourself. She might even be able to thank you herself in a few moments. And maybe she can tell us who poisoned her, and who she meant when she was muttering about that snake's cruel black eyes. In the meantime, I'm happy to help you with whatever it is. Она сама приняла яд. That's a shame. Thanks again. Да, баллон благоволит. Все дела. Собираешься болтать, нет? Ты что думаешь? О. Ну, рассказывай. Oh, it's you. Sorry, I'm still a bit out of it. But thanks for trying to help me, I suppose. Was there something you wanted? Lucretia says I'm supposed to rest. Что с тобой произошло? As much as I'm grateful that you tried to help me, it's just not safe for me to talk about it. Please, no more questions. Хочу понять, как тебя отравили, не нарушив золотое правило. The golden rule. That's the least of my worries. The gods may be cruel, but Malleolus and Claudia are far crueler. Они тебя отравили? Please, just leave me alone. I don't want to talk about it. Не смогу помочь, если ты не расскажешь, что произошло. Persistent as Nemesis, aren't you? I can tell you, but it's a long saga. Еще бы. Есть короткая версия снова. Никуда не тороплюсь. I'd been here about a week. When it dawned on me I'd be trapped here for the rest of my life. I could hardly breathe and I knew I had to get out somehow. So when my new friend Aurelia offered me a secret way out, I would have done anything. And then I learned her asking price. 1,000 denarii. She was supposed to be my friend. I told her it would take me years to save up that Я much. за один накопил, So ну, she за полтора. suggested I take out a loan from Malleolus. And I did. Думал, что выберешься отсюда до того, как придет время платить. I'm not proud of it, but yes, I was surprised he agreed to it, to be honest. Ну да, еще бы. Happy to have the money, I didn't question it. I had to sign an agreement saying I'd work off the debt over 30 years. But I figured I'd be out of here so soon it wouldn't matter. I paid Aurelia, and she gave me her so-called way out. Do you want to know what it was? Ну-ка, ну-ка. Ну ладно, давай ладно. Drink this, she said, and you'll be out of here in no time.
Of course, I demanded my money Вот back, сучка. but she refused. She pointed to a sign on her tavern saying, "Let the buyer beware." Then she just looked at me with those cruel black eyes. And Понимаю. she laughed. She immediately told Malleolus I'd tried to escape without paying him back. Only, he didn't seem upset or surprised at all. In fact, he just thanked her. And that's when I realized the two of them had planned the whole thing from the beginning. Нарушение золотого правила. That's what I said to the magistrate. I went to Sentius and begged for help, but he said the law was clear. I'd signed over my labor for 30 years and there was nothing he could do. I thought about resisting too. But Malleolus said if I didn't submit, I'd break the golden rule. And I couldn't be responsible for all those deaths, so he locked me in his villa. Confiscated everything I owned as collateral, and made me wear immodest, humiliating outfits while I worked day in, day out. His wife Claudia was just as bad. She sent me to work on an endless stream of futile, demeaning tasks. I'd be on my hands and knees, scrubbing the floor clean for hours, only for her to pour slop on it and hiss, "You missed a spot." Those two took everything from me. But they forgot to confiscate one thing. My hemlock. Ты отравила себя? I just wanted it to be over. But it seems I messed that up too. Should have drunk all of it. Ты не совсем невинная жертва. Don't you think I know that? I brought it on myself. I trusted one of the most callous human beings I've ever met, and tried to swindle the other. Ну, такое, да. I don't know how I could have been so stupid. Что с тобой будет дальше? When I've recovered, I expect their thug Domitius will come for me. He'll escort me back to their villa, and I'll be right back where I started. Only this time, I won't be able to lull myself to sleep at night with the thought of a permanent solution. Honestly, it would have been better if the poison had been allowed to run its course. Я могу помочь? I doubt it. It seems this is the fate the gods have chosen for me, for trying to escape. At least until someone breaks the golden rule. Huh. Maybe it wouldn't be so bad. Сколько стоит твоя свобода? A lot. But it doesn't matter. I made a suicide pact with Ulpius last night. He's in exactly the same position as I am. Malleolus and Aurelius set the same trap for him a month after they did it to me. He and I are in this together. He's probably already thrown himself from the bluff into Malleolus's villa by now. If so, I'd never be able to live with myself, knowing I broke my promise to him. Да, к сожалению, так. Может, я ему сумею помочь? I doubt you could make it up to the bluff in time. I don't know who you are, or why you seem so determined to help me, but... Thank you. Ладно. All right, but please don't take too long. Расскажи о себе. You mean my life story? Oh, well... I grew up as part of a big family in Rome. Me and 3 older sisters. Our father found good husbands for my sisters, but I wasn't cut out for that kind of life. So he found me a job as a scribe for a prominent merchant. It was a good life for a while, until 7 months ago when the fires came.
My colleagues and I worked desperately to try to protect our warehouse. We must have had 100 workers passing buckets of water, chanting prayers to Vulcan, but they fell on deaf ears. The fire was relentless and it claimed everything and everyone. Well, almost everyone. My employer told me to grab what valuables I could and flee for the Tiber with the crowds. I remember diving into the river and then... Да, провалы в памяти. Это правда. I was waking up on the riverbank not far from here. Окей, ясно. Не знаешь, как отсюда выбраться? That's your idea of a joke. It's not funny. Блин, сори. Go Я away. читаю это. I know what kind of person you... Блин. Сори, я что-то затупил. May Apollo keep you safe. Так, Feeling all right? ты мне ничего не скажешь? Ничего. Здесь ты теперь, да? Name's Rufius. Better watch your step. Watch your step. Расскажи о себе. Can't talk long. Got to stay sharp, but family's from Seleucia on Tigris, Babylon province. But I've been roaming a long time now. Even joined the legions, the 6th, the one they call Ironclads. Ironclads, он сказал, Феррата. Это типа так 6-й легион в разных языках называется? Интересно. Как ты здесь оказался? Same way as everyone else. Ну, понятно. Ладно. Почему до сих пор носят доспехи? Because we're all in grave danger. Is it not obvious? Вполне очевидно. Почему нет оружия? Magistrate made me toss it in the chasm. Stupid. Going to have to improvise now. Окей, неразговорчив. If you were dealing with what I am, you wouldn't be either. Страдаешь от травматизма? Nobody is supposed to know about that. Did Lucretia tell you? Мне удалось разобраться самостоятельно. Look, I haven't been Да. lately. All my joints ache constantly, and the pain. It has a way of messing with your head. I get stirred up by things that shouldn't bother me, and then there's the statues and my doubts about my faith. Статуи это все-таки немного не то, да? I just want to scream. You want to help me? Do what Lucretia hasn't been able to do. And find me something to make the pain go away. Until then, get out of my face. Окей. Ясненько. Пытается стереть. Так, это ты тут, да, мужик? Salve. Скульптура Ареца, греческого бога войны, известный как Марс у римлян. Запертый сундук. Список покупок. Вещей, которые Дец хочет купить после побега. Вилла на Вентине в Риме, колесница с 2 лошадьми, место в Сенате, 4-коронная колесница. Вилла на берегу Неаполитанского залива, колесница с 10 лошадьми, 12 девушек-рабынь, светлокожих и пухленьких. Понял. Понял. Давай, рассказывай, кто ты такой. Деций. Back again, I see. Да, типа того. I heard what you did for our Yulia. Very impressive. Even if the source of your medicine was a little shady. Рассказывай. How did I end up here? That is a lengthy tale.
Ну, рассказывай, что. Right. Well, you see, I'm in the business of procuring rare and precious objects liberated from the enemies of Rome. Mostly sculptures, vases, the occasional slave. Fetch a magnificent price in Roman high society. Had myself a nice little shop in Rome, just off the Forum. Lots of foot traffic and close to the docks. Good place to be when the fires broke out. See, about 7 months ago, half of Rome caught on fire. Everyone who couldn't get to an outer gate was running for the river, hoping to escape by barge. So I gathered my coins and some priceless vases into a cart and had my most loyal slave girl, pretty young thing named Acantha, push it for me. All the way down to the river, I'm elbowing for a stampede of people, turning back now and then to make sure she hasn't legged it with my valuables. But, to my surprise, we make it, and I see this barge loading up, and it's so full it's almost sinking. But the captain's happy to take my coin, so I start boarding, and then he puts his hand on my chest and he says, "No, too heavy. The cart or the girl." So I did what anyone would have done. Еще бы. Of course I chose the cart. I mean, I can always buy a new slave girl if I still have my money. Ну да. So I put my hand on the cart, and I guess she realised what was happening because those pretty black eyes of hers go all wide. And in one swift motion, she topples the whole bloody thing into the Tiber. Давай. Naturally, I dived in after it, hoping to salvage my fortune. Ah. Only, I guess I must have hit my head or something, because everything went black. When I came to, I'd washed up on the riverbank, not far from here, with nothing in the world but a single silver coin. Да, это правда. У всех монета. У всех монета остается, похоже. Соболезную. It turns out it might have been a stroke of good fortune, because this place is a veritable treasure trove. Look around you, there must be more gold in here than in the treasury of Rome. If I can just figure out how to get it out of here. Не знаешь, как отсюда выбраться? If you're desperate, I did hear that Aurelia down at the tavern claims to know of a way out, but I'm not sure I trust her. Some people here are a little shady for my liking. Понятно. Мне так не показалось. Спасибо, буду сохранять бдительность. Что думаешь о золотом правиле? Terrible for inflation is what it is. There's so much gold just lying around, it's practically worthless. At least down here. Of course, I have an idea for generating real wealth, but what I need is a bow. Just a simple composite bow. I've scoured this city from top to bottom with no luck. But if you happen to find one, bring it to me and we'll talk. Ага. Магистрат ведь запретил оружие. Oh, well, technically yes, but that just means you'll need to be a little discreet. Понял. Окей, посмотрим, что можно сделать. I don't, I'm afraid. But I did overhear Fabia telling George тоже на Фабию. she saw something. She was headed to the baths not long ago. Окей, хорошо. За кого будешь голосовать? Aliolus. I mean, Sentius couldn't even keep his daughter safe. What hope does he have? А, это дочь его сбежала. Ну да, понятно. Что проголосовал за Сентиев, а говорю, ничего другому. Ну все, я пойду. Very well. Another time. Окей, это его дочь сбежала. Понимаю. Так, она пошла в баню. Возможно, это... О, вот и Фабия. A man arrived in the baths. A real nasty sort, with his face all covered up. And he's got a weapon. Какое? To do something, or he's gonna break the golden rule. Что сделайте мне из оружия? None of us do. The magistrate made us throw them all into the chasm.
So now this man's bow is the only one in the city. Oh. You'll just have to improvise. Ладно. Thank you. I have to hide. Find me in this Нет. Не иди туда. Why? Просто доверься мне. All right, fine. Come and find me in my bakery instead. Please be careful. Ого, я спас ей жизнь. Не дали ачивку. Римские бани. Он меня убивает. И нарушает золотое правило. Right there. I'm looking for Tiberius Quinctius Crispus, otherwise known as Quinctius. Do you know where he is? Второе здание слева от тебя. Нет, не знаю. I'm not sure I believe that, so allow me to explain something. Давай. I am here with orders from Emperor Nero himself to find and execute the cultist Quinctius for terrible crimes against the Empire. So, if you tell me the truth, I will allow you to live. But if you lie to me or otherwise obstruct the Emperor's business in any way, I will put this arrow through your chest. Is that understood? Клянусь, я не вру. You are not off to a good start. When I ask you a question, I expect an answer. Is that understood? Окей. Thank you. Now tell me, who are you people, and what is this place? Всего лишь маленькое поселение, мы все здесь оказались случайно. I was told Quinctius was a cultist, but I never thought he'd be foolish enough to lead me right to the heart of his mystery cult. Мы не сектанты. You say that, but if you're not a cult, then why go to such great lengths to keep this place a secret? Мы не скрываемся, мы не можем отсюда выбраться. So you admit you're not allowed to leave. Дело не в запретах, мы чисто физически не можем уйти, отсюда нет выхода. Threatening me is not going to help you, but in any case, that sounds an awful lot like a cult to me. I saw the inscription saying, "The many shall suffer for the sins of the one." I take it this is some kind of mantra you all believe? Не мантра, а предупреждение. A distinction without a difference. You've clearly been indoctrinated into this nonsense. Now tell me, where did you lot get enough gold to make all these statues? Когда-то они были людьми, но их превратили в золото в качестве наказания. You lot are practicing human sacrifice too. You people disgust. Ну, понятно, кто убивает, короче. Мы не превращали их в золото, это сделал Бог, и мы не знаем, какой именно. Of course you'd say that, but that's what your kind do, isn't it? Our God told us to do it. It's all clear to me now. The secret sanctuary, the indoctrination, the mantra, the human sacrifice. You're cultists. There's no doubt in my mind. What baffles me is how a person can believe in something with such zeal. They just can't see what they've become. However, you still have a chance to redeem yourself by telling me where Quinctius is. Do not waste it. Что можешь рассказать мне о Квинции? Very well. Here's what I know. He's a 40 to 50-year-old man. О, знаю я такого. One green and one blue. He's also known to have delusions of grandeur. Я знаю The такого. Emperor says he and his cult, your cult, are responsible for starting the fire which burnt half of Rome to the ground and killed thousands in the process. Откуда ты знаешь, что это он сжег Рим? All I know, all I care about, is that the Emperor believes he is guilty and wants him dead. The details are not my concern. This is your last chance. Are you going to tell me where he is or not?
Я и правда знаю, где он. Suddenly it's all coming back to you, is it? Навили, что в самом конце этой дороги теперь его зовут Малеолом. Thank you. For your service to the Empire, I'll let you live for now, but you'd best make sure our paths don't cross again. Ну пойдем, но я понимаю, что произойдет. Убьет он. Что? А, фонарик, лол. Тебе пофиг, да, на фонарик? Ладно. Извините. И фонарик на двойку. Нет, на тройку тоже. Да слышу, слышу. Толку-то от этого. Я надеюсь, что его убьют, и я смогу забрать лук. Но, думаю, толку от этого будет немного. Если сейчас не может говорить, стоит подойти. А. Понял, ладно. Иди. What now? I'm here for Malleolus. Who might you be? The name's Domitius. You want to get to Malleolus? You go through me. Then go through you, I shall. The many shall suffer for the sins of the one. Who might you be? The name's Domitius. Ау! You want to get to Malleolus? Он в статую превратился, черт. That man lives badly who does not know how to die well. Городцы в ужас. Тихо, 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 тихо. Ау! Черт, еще одна. Тихо. Ладно, 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 ладно. Все, все, все. Заходим еще раз. Окей. Так, мне нужен твой этот. Salve, friend. Нужно кое-что ты уладил. Oh, sounds serious. Юлия умирает, но Лукреция не сможет помочь ей без сока Сильфи. Возьми и отнеси сок живо. Юлия? Oh no. All right, I can do that. Это все, теперь беги скорее. But once I'm done, I'll need you to tell me how you know all of this. А эту штуку ты мне дать не хочешь, блин? А, или она у меня есть, черт. Не пропадают же вещи. Я идиот. Так, спасибо. Пробую тебе помочь, спасибо. Что? Угу. Еще немножко монет. Вот, видимо, этот кошель. Так, мужик, ты не умрешь. Salve, friend. I'm Octavia. Да, я в курсе. Мне нужен Ульпий. All right. I can't believe
this is how it ends. Oh no. No. No, 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 no. Oh, P.S. What? That's What? what I'm. Please help. Да, поговорю с ним. Сантили, хотелось бы этого? Черным поверишь? Возможно. Лукреции удалось вовремя раздобыть Сильфий, чтобы спасти ей жизнь, и все будет хорошо. Really? That changes things a little. But we're still in debt bondage to that monster. Блин, серьезно? 2,000 denarii to pay off both of our debts. Пока что нет, но возможно я смогу раздобыть деньги, если дашь немного времени. No. Сука! Ну ты и придурок. Time's up. I am out. Wherever you are, Scintilla, my love. I'm sorry. Oh. Yes, no. Ладно. Я понял. Я с деньгами. Так, тут-то ничего не было вроде бы, да? Особо. За храмом был... А, нет, стоп, тут дверь. А где храм? Я не знаю. А она к кому бежит? I hope you're taking care of yourself. Стоп. Чтобы выжить, мы все должны быть добрыми, исправленно все должны быть мудрыми, исправленно все должны быть послушными. И, наконец, исправленно мы все должны быть... Так. Стрелы. Стрелы. Да я понимаю, что найди лук. Не могу. Пока не могу. Salve, friend. Help! You... A man arrived in the baths. You... Да. Как думаешь, кто угрожает Вергилию? Serious? This isn't a... Are you going to help? Посмотри, что можно сделать. I have to hide. Не, иди туда. Доверься мне. All right, Did you stop him? Нет. В смысле? Так, а она идет в баню? Или куда? Я не понял. Греческая статуя, вероятно, богини, которая посвящена этот храм. Может, какой-нибудь местный грек знает о ней больше? Угу, местный грек. Масляная лампа. Тут явно кто-то недавно проходил. Лира, на которой играли благодаря по струнным... Чем? Лектором. Чё за фигня? Охренеть, это еще что такое? Ну типа. Welcome. May I ask your name? Молфис. It's a sincere pleasure to meet you. Tell me, what brings you all the way down here? Здесь случайно. Then perhaps the fates brought you here to learn the secrets of this place. I will tell you everything I know, but first, a request. I have been living down here alone for many years, with nobody to talk to but myself. А почему ты тут один? The one thing I long for above all else before
before I die is a good philosophical argument with somebody astute. I'm hoping that person is you. Let us find out with this simple question. Have you deduced the name of the god responsible for the golden rule? Ну, пока что нет. You have much to learn. It's best if you Ни хрена себе. Понял. Come back once you've made progress. Прошу тебя, скажи мне. Then you should speak with your contemporaries in the city above. Современники, да. Ask them about their stories and see if you detect a pattern of some sort. It is Современники. best if you come to this realization for yourself. You would never believe me if I told you. Ванна. Большая ванна, превращенная в довольно эксцентричную кровать. Поговори с современниками наверху. Дверь заперта. You've returned. Я там что, деньги? Ну, серьезно? Нету тут ничего. Ого. Это типа шорткат, да? Ну да, похоже на то. А сюда нельзя. Забавно. И сюда нельзя. Не понял, ничего тут особо нет. Ну, здорово, конечно, но... К сожалению, пока для меня бессмысленно. Ну, надо спросить об этом Грека. Нашего модельера. Да, блин, почему я иногда застреваю? Тут сломало я, проходя мимо. Угу. Предупреждение. Храм может обрушиться в любую секунду. Осторожно. Ясно. Настолько в любую секунду. Вопрос, а где у меня последнее сохранение, если я вообще не сохранялся? Окей, ладно. Спасибо. Да, блин. Настолько в любую, да? Мужик. Greetings. I'm Georgius. It gladdens me to see another foreigner in our midst. Знаю, знаю. Расскажи о себе. Так, я понял, ты ничего не знаешь. Стоп, но это вон вроде грек был. Что? О чем мне говорят? Ah, a new face. Salve, I hear we have you to thank for saving Julia's life. Nice to...
Так, это все мне не особо надо уже. Записка от Дули, которую он заявляет о своей невиновности. Дули. Угу. Примитивный керамический таз с мочой. Возможно, они хранят ее для каких-то целей, типа отбеливания вещей. Hello? О. Hello? Дули? Ну давай рассказывай о себе. My name's Dooley. I live here now because I got in trouble and they said they had to lock me up. Что ты натворил? I don't know. I don't remember things so good. I think it's just because I was looking for treasure. Так. И кто-то решил собирать что-то украсть, да? Yes. But I wasn't. I was just looking. И все? They said I did it. More than once. But I can't remember things so good. Then they called me mean names. They called me a liar, Billy. Угу. Помеха обществу. Yes. They said I have to live here now and gave me this letter. But I'm not good with words. Do you think you could read it for me? Ну, могу. Письмо Сантия к Дули. Магистрат Сантия объясняет, что Дули был заперт, чтобы предупредить его попытки вторжения. Давай так лучше. Магистрат Сантия Дулию. Пишу в связи с вашим неисправленным социальным поведением, вызванным одержимостью потерянным сокровищем. Сочувствую вашему положению и тому, что ваш опекун Ганнибал умер несколько недель назад, и хочу донести важную мысль. Сокровища, которые вы ищете, не существует. Учитывая ограниченность вашей памяти, скорее всего, вы просто что-то перепутали. Кроме того, поскольку вы несколько раз были пойманы за нарушением границ, в том числе рядом с цистернами, доступ к которым строго запрещен, и вы вынуждены сделать вывод, что вы являетесь помехой для нашего общества и должны быть ограничены в свободе, чтобы не нарушать золотое правило. Надеюсь, что это письмо поможет вам вспомнить, почему вы находитесь в заключении, если в дальнейшем у вас будут провалы в памяти. Говорится, что тебя несколько раз ловили на незаконном проникновении и заперли, чтобы ты не нарушил золотое правило. Какое сокровище? He said he always would. But then he died. It was very sad. He said if anything ever happened to him, I had to find something very precious hidden away. He gave me this key and made me promise to keep it safe until I found the treasure. But I couldn't find it. All I remember is he said something about the cisterns, but when I went up to the high one, they put me in here. Now nobody looks after me, except my friend Galerius and да. Эквирия. Эквития. She's a nice lady. Если дашь мне ключ, попробую узнать, что он открывает. Hannibal said I shouldn't give it to anyone I didn't trust. But maybe you could help me get out of here. Then I would trust you a lot. Давай поговорю с магистратом и узнаю, как тебя отсюда вытащить. Said the magistrate wouldn't listen, no matter what. Может, я просто вытащу тебя? What about the rules? I don't want everyone to get in trouble because I was bad. Тогда, может, стоит завести нового магистрата? Galerius? He's nice. I like Galerius. He made me a doll and everything. Угу. If you help make him Да, он говорил об этом. He can get me out of here, and I can give you the key to my treasure. Hannibal said it was
in the cisterns. I can't remember what it was, just that it was way up high and very precious. Окей, посмотрим, что можно сделать. Не знаешь, как отсюда выбраться? Really? Не спрашивай ли ты знаешь, как отсюда сбежать? Please. I hate it here. It makes me very sad. Понял, не бери в голову. Что думаешь, с золотом правили? You mean treasure? Понял, нет, не совсем. Давай поговорим о твоих Нет. Давай поговорим о твоих сокровищах, окей. Так, понятно. Ясно. Я пойду. Угу. Галерея выбрать, да, можно? Hello. Bye-bye. Мы уже встречались. Галерея можно сделать, да? Косметическая банка, латунная банка с каким-то порошком для макияжа. Интересно. Так, она там... А, храм! Она умирает, когда заходит в храм. Понял. Все. До меня дошло. Угу. А солдат начинает с оружием и 10 пулями. Интересно, кстати. Да, жрица, жрица. О, динария еще. Хорошо. Старый свиток, в котором автор приводит доводы против существования золотого правила. Мы в золотом правиле, Дурут-младший. В нашем обычае стоит начать с выражения почтения Богу, ответственному за этот город. Дурут процветание, спокойствие и уединение, а посему заслуживаем высочайшего восхищения. Но здесь я должен вступить. От обычаи попытки этого бога навязать нам строгие правила является деспотичной и чрезмерной и служит презрения. Понял? Ульпий любит Сентилу. Исправлено, Ульпий убил Сентилу. Ого. Туда, да, направо. И еще один арий. Прикольно. И еще раз направо. Ну, пойдем. Буханка хлеба. Ну, вкусная буханка хлеба еще свежая. Кому он принадлежит, похоже, не доел ее. Явленный барельеф. С изображением рыбы. Похоже, он может иметь какое-то религиозное значение. А, она сюда убегает. Ну, это не христиан. Ну, нет, она христианка. А при чем тут рыба? Там есть лианы. Угу. Говорю их устами. А, она говорит их устами. Сосуд с вином. Последний сосуд с вином в городе. Здорово. Да, и ты могли бы выдержать мой вес. Бродят бесплотные там и беспокоен бескостные бледные тени. Ага. Ливия. Сокровенные, почти поэтические бредни Ливии. То место зловещим зовется.
Сити свое подвергал нутро растерзанию. На 9 пашин растянул он бы, а ты не захватывал. Сантал капли воды к тебе, наклоняясь, остранялись ветви. На гору камень сизиф толкаешь, он катится к низу. Вертится там Иксион за собой, от себя убегая, и замышлявшие смерть юрных братьев Белиды возобновляют весь свой век, чтобы снова ударить их струи. Не очень понятно, но очень интересно. Так, да, там тупик. А тут что? Это то же самое. Проход просто. Немножко другой. Ну, я типа пытаюсь. Vote for Malleolus for a free drink at my tavern. Да, блин. You stay away from my money. А, можно с ней выпить, да? Минуточку. Oh, do us all a favor and drink hemlock, Caput Murder. А, вот так вот, да? Oh, do us all... Я понял, нельзя к ней туда проходить. Угу. Домица использует для тренировок. Интересно, зачем он тренируется. You, Tantalus, cannot catch the drops of water, and the tree you grasp at eludes you. Вергилий. Угу. Так, а куда она там убежала? Я могу посмотреть? Резной лев. Резной лев. Блин. Логично. Незаконченная записка. Последнее предупреждение. Грешник. Узнать, кто угрожает Вергилию. Здорово. Руфий. Паллический оберег, который, по мнению римлян, обладал чудотворными защитными свойствами. Угу, ну я и так разобрался. Галерея магистраты, парируемая. Я лучше выпью коронный напиток Аврелии. The 49 melodies fetch again with incessant labor the water they have lost. Угу, Невия тут живет. Ливия тут живет. Да, блин. Лукреция. You, Tantalus, cannot catch the drops of water, and the tree you grasp at eludes you. Записка Хабаша. Дневник снов Хабаша, где он рассказывает о своих повторяющихся снах, в которой появляется незнакомец по имени Херти. От Хабаша Хабаш. Хабаша. Хабаша. Хабаш. От Хабаша Хабашу. Я рассказал Лукреции о своих снах, и она сказала, что если я запишу это, я запишу их, это поможет ей разгадать смысл. Вчера ночью все повторилось. Человек у реки был там, как всегда, его лицо было скрыто тенью из-за необычного головного убора с бараньими рогами. Он снова представился Херти и сказал, что это он вытащил меня из реки. Херти ухмыльнулся, произнося свое имя. Как будто это означало что-то, чего я не мог понять. Это имя мне и вправду знакомо, но я никак не могу вспомнить, где его услышал. Теперь я смогу
спать спокойно, пока не узнаю, кто же такой Херти. Угу. Тоже что-то значит, да? Руфий. Галерий. А зачем мне галерий? Что у меня отслеживается? А, понятно. Нет, подожди. Вот это вот мне надо. Нужно поговорить все-таки с ним. Наконец-то. Не могу, да, пройти? Там труп лежит, скелет. Это форум. Угу. Salve. Salve again, friend. I went and did as you Да, asked. молодец. How is it possible that you've just arrived here and you already know everyone and exactly what's about to happen to them? Ну, переживаю один и тот же день снова и снова. You're toying with me, right? Wait, you're not kidding, are you? That's the only way you could have known. You're a bit like, oh, what was his name? Sisyphus. Yeah, that's the one. Sisyphus. Почему Сизифа? Sisyphus was a Greek king a long time ago. For daring to think he could outsmart the gods, he was given a terrible punishment. Но есть один камень. Push a great boulder up to the top of a hill. Only just as it reached the top, it would roll all the way back down. Снова на петлю. Forcing him to start over and over and over again. Ну, вообще, да, есть смысл в этом. Just like you. Actually, now that I think about it, there are a bunch of old stories about the gods punishing people by making them do the same futile task over and over. Tantalus was made to grasp at fruit on a tree he could never quite reach. The Pleiades had to keep fetching water in a sieve. Oh, and Ixion was strapped to a wheel going round and round forever. But on the bright side, at least you're not stuck in the underworld like Уверен? we all were. Anyway, I don't know which god you managed to upset to get yourself into this position, friend, but you seem all right to me. So, I'll tell you what. I'll keep doing whatever I can to help you. And you just focus on finding a way to break the cycle you're in. Ну, что ж, спасибо. Хороший ты мужик, Галерий. That's kind of you to say. Now, I'm going to keep your secret. Although, it's not as if I'll remember this next time we talk anyway, right? Да. And if our conversations ever start to annoy you, just tell me you're busy. I know when I'm not wanted. May fortune smile on you, friend. Я все пойму. А, окей, это меня убивает. Ладно. Я удивлен. Salve. Но ведь я их уже брал. О, козочка. Ладно, ладно, я иду. Да, жрица, жрица. Я могу, конечно, ей что-то сказать. Кое-что сказать. Я туда не могу пройти. Я застрял? Нет, я не застрял, слава богу. Сэнди и Миллион. Те же эксперименты, только по-разному. Ладно, жрица, 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 жрица. Ее тут нет, она куда-то ушла. А куда она уходит? Черт его знает. Fresh meat, huh? Are they?
Ави. Здравствуй. We're finally alone. I assume you already know who I am. May I know your name? A curious name to match a curious accent. But I digress. Something about your demeanor gives me the urge to caution you against doing anything, shall we say, unlawful while you're here. Is that understood? Да. Вполне. Now, you're probably wondering why I summoned you, and I'll get to that. But first, take a look at this wondrous place, would you? A secret city built deep in the mountains, many hundreds of years ago. Ну, здесь хорошо. More importantly, consider the miraculous community we've built here over the last 7 months. 22 complete strangers brought together by the fates, living and working 22 человека. in our own little paradise. And in all that time, not a single sin has been committed. No fights, no theft, nothing. Have you ever witnessed something so extraordinary as a city without sin? Ну, наверное, не припоминаю. Until I came here. But the reason for this miracle is as simple as it is terrifying. If even one person commits a sin here, every last one of us will die. You see, the builders of this place, whoever they were, left inscriptions warning, "The many shall suffer for the sins of the one." From what we can gather, breaking the law here will anger the gods and provoke a terrible punishment. Like the curses of Medusa and Midas combined, turning us all to gold. We've come to call it the Golden Rule. It's extraordinary that we've survived as long as we have, and each day I grow more and more afraid that our time in the sun is almost up. And now it seems that day is finally here. Да, это правда. All that matters is that somebody in this city is about to break the Golden Rule. Why else would Proserpina send you now? Unless you and I can stop them, our doom is assured. I know that's a lot to take in, and you look like you have questions. Please, ask away. Ладно, давай. An intelligent question. Что грифом There was a считают? good deal of debate about that in our first weeks here. Does it refer to crimes or to some other ill-defined wrong? Of course, everyone agrees on the basics. No theft, no assault, and certainly no murder. But beyond that, it was more difficult to reach a consensus. What about lying, insulting someone, blasphemy, trespass, trying to escape, bribery, infidelity, suicide? As magistrate, I had to exercise leadership, and so I made a decision. We must uphold the laws of the Empire to a standard never before seen. And we must honor the peace of the gods, the sacred accord Здравствуй, between Евген. the gods and the people of Rome. Да когда есть игра. Это игра про разговоры в целом. Gods the proper respect that we may prosper, as Rome has for centuries. Ну, так, ладно. Мне надо на минутку отойти. Перерыв небольшой. Динамично получается. Не, на самом деле довольно динамично, потому что я в петле, которая где-то около 2 часов существует. И мне нужно успеть предотвратить гибель этого города. Все, я отошел.
Так, ну все, можно продолжать потихой. Было бы забавно, конечно, если бы убийца сделал свое грязное дело. И игра бы закончилась на этом. Но вроде как без меня он будет долго искать. Ну, разумно все это звучит. Сэнди. The key things to remember are that we have laws forbidding treason and blasphemy, murder, assault and rape, as well as theft and arson and so on. I have made my pronouncement on the subject. Unfortunately, there are still those here who resist, whispering blasphemous and treasonous lies in the shadows. I would be keeping a close eye on them if I were you. Так, когда ты говорил, что меня послала сюда Прозерпина, что ты имел в виду? You see, in my search for a way to save my people, I learned of an ancient ritual to Proserpina, the goddess of the cycle of life and renewal. It's said to open a doorway in time, so that if the unthinkable happens, one person can pass through it and travel back. Понимаю. When I saw you arrive in a flash of light from the goddess's shrine, I knew that person was you. You don't belong in our time, do you? Да, я из будущего. 2000 years? That is unfathomable. Please tell me, in your time, what did you see? What had become of us, of this city? Я шел по городу сначала. Все превратились в золотые статуи. Все, я понял. Я с самого начала по городу шел. Черт. I have imagined it, our downfall, 1,000 times, but it still breaks my heart to hear the truth of it. Так, ну и что за ритуал там такой? All I can tell you is that it's a ritual sacrifice to Proserpina. I stumbled across instructions. I have to recite a prayer, and of course, as with all rituals, some sacrifice is involved. Usually that means wine or food, or in some cases a live animal. In this case, the sacrifice is rather more costly. The life of the person performing the ritual. I don't suppose you saw any sign of me in the future? В храме лежали человеческие останки. I assume that was me. If I'm forced to perform the ritual, it's going to cost me everything. Понял. Интересно работает. I don't need to use it, won't you? Ну ладно, сделай все возможное, что уж тут. Well, I suppose that's all I can ask for. Так, почему сам не расследуешь все это? I believe you're in the best position to go around asking people questions. You're new here, and it'll seem perfectly normal. As for me, well, it pains me to say my attempts to impose order have not earned me many friends. I fear I may not even remain magistrate after today's election. The people here would only treat my curiosity with suspicion. You shouldn't have that problem, though, unless, of course, you get off on the wrong foot. Ну, в этом нет никакой проблемы, потому что отношения на нейтральные. В следующем лупе скидываются. Кого ты подозреваешь? Do you ever stare at a problem for so long that you can't see it for what it is anymore? What's needed here is a fresh pair of eyes. The less I prejudice the independence of your investigation, the better. Мне кажется, ну, учитывая, что он проводит ритуал, но все равно, ладно, откуда мне знать, что во всем этот виноват не ты? Me? Why would you suspect me? I've just told you. I'm about to sacrifice my own life to ensure these people have a second chance. What reason could you possibly have to suspect me, of all people? Ладно, это верно. I'm glad you think so. Without trust,
without each other, we won't be able to prevent what is about to happen. Окей, хорошо. Я понял тебя. Как понимаем друг друга, я не знаю латыни. You mean you couldn't speak Latin before you arrived here? How strange. But the gods are active here, and their temples and shrines hum with power like nowhere else in the Empire. Perhaps when Proserpina brought you here, she planted the seed of Latin in your mind so that you could better serve her. Возможно. An unbeliever, then? If you come up with a better explanation, I'll be interested to hear. Не, особо вариантов нет. Если это сделать, можно вернуться домой? If I understand Proserpina's ritual correctly, that problem should take care of itself. Let me see if I can explain. Давай. If you manage to prevent the sin that breaks the golden rule, I won't need to bring you here. I won't create the portal, and you will never have been able to come here. Thus, Ну, это, конечно, да, но немножко не так работает. If this occurs, you should be flung back to your own time, having changed the past for all of us. Но если я не приду, то у вас все равно это произойдет. Ну ладно, почему бы и нет? Больше нет вопросов. So, are you with me? Can I count on you to figure Да я уже нашел его. Хорошо, займусь. Now, I need you to investigate the city, talk to everyone, help them if it'll win their trust. I Как дела вообще? authorize you to enter private homes, Ну, сейчас он договорит. possessions and documents, unless, of course, you're asked to leave. Figure out who the culprit is, and as soon as you have a name, come back and tell me immediately. Хорошо. Thank you, and good luck. Our lives are in your hands. Так. Да дела нормально в целом? Вроде типа пойдет. Вот как бы занимаюсь вещами, которыми мне интересно заниматься, скажем так. Стоп, что? Это кто? Гораций. Гораций, но не Слизнард. Дневник Сентии. Дорогой дневник, сегодня отец предложил мне начать вести дневник, чтобы отвлечься от ужасного исчезновения моей сестры. Как послушная дочь, я, конечно, подчинилась, поэтому следующие страницы будут содержать мои самые сокровенные тайны. Я знаю, что ты читаешь, это отец. Я, может быть, и молода, но не дура. Мы все имеем право на секреты, Сентия. Понимаю. А у тебя как, Евген? Как у тебя там все продвигается в Утранере и впрочем? Да при чем тут гордый Римлян? Нет, мне просто в целом, скажем так, не особо интересно сейчас DC. И, допустим... Так, это Сентия. Тот же... Как его, господи? Лига. Мне бы интересно было бы покомментировать игры или что-нибудь в этом роде. Вот. Но проблема в том, что игры происходят либо днем, либо поздно вечером. Когда у меня вообще охереть как поздно вечером. А игры на фридоме, они... Ну... Ни разу не короткие. Поэтому что-то как-то не особо получается. Вот что-то там Обскур хотел. Давай, говорит, с тобой покомментируем. Я говорю, да проблемы нет. Вполне. Но играть в DC мне точно сейчас не интересно. До патча. Покомментировать может быть, но контента по дисам и так до хрена. В целом там Никуш, Филат и прочее, и прочее, и прочее. Центилы, Сентию, пусть Юпитер, Оптимус, Максимус продолжает защищать и направлять вас. Спасибо за то, что сделали меня своей дочерью. Сделали меня своей дочерью? Ага, она не родная ему дочь. Из прекрасный кулон на день рождения. Обещаю, что буду носить его всегда и чувствую себя в безопасности и счастливо. Что вы мой отец, Сентия сестра. Чувствую, что вы переживаете из-за выбора в следующем месяце и думаю, что если сумеете показать себя таким, как вы... Таким, как вижу... Таким, как я вижу вас. Сильным и надежным, то сможете победить. Я уверен в этом. Окей.
Ну и про гордых римлян, да. До этого я Мор прошел и тоже был очень доволен. Дофига я просто всего напропускал. Ну, как бы не то, что напропускал, но, скажем так, в список добавил интересного у меня. Вот, сейчас исполняю. Часто усыновляли, дочеряли, особенно знатные дома. О, блин, этого я не знал. Интересно. А с чем это связано? Хочу, чтобы ты освободил Дули. Releasing him is out of the question, I'm afraid. That man is a liability we simply cannot afford. Ну, понятно, да. He was caught multiple times, sneaking around in places he should not have been. Что конкретно он сделал? Look, I can see where you're going with this. You think me cruel. I assure you. Да. You may not be aware of this, but it was not so long ago, during the Republic. The law of the 12 tables would have required that he be killed as soon as he was born. Ну да, я тоже думал об этом, что редко такое можно было встретить. And most importantly, he is able to continue living. A privilege that would be taken away from all of us were he to be released and commit the crime of trespass. The man has no self-discipline, poor comprehension of what is going on around him, and is an incorrigible rule breaker. I will not jeopardize the lives of my people so that one man can go free. Понял. Was there something else? Все. Евген, у тебя-то как дела? Рассказывай. Как дела с лесами-то? И как со всем остальным? Можем поговорить о том, кто нарушит золотое правило? Of course. What is it? Думаю, я знаю, кто это. Убийца, прибывший в город этим утром. What? An assassin? What are you talking about? Сколько я понимаю, Нерон отправил кого-то в этот город, чтобы убить человека по имени Квинкций. Then what are you doing here talking to me? Why aren't you out there trying to stop him? You'd best go, quickly. As magistrate, I hereby declare him an enemy of Rome and authorize his execution by your hand. Это нарушит золотое правило, нет? Разве это не нарушит золотое правило? So, no. It's not a crime to carry out the lawful order of a magistrate. Очень интересно. Не нужно сначала провести суд. So now you're an expert on Roman law, are you? Listen to me. We are cut off from the empire down here, fending for ourselves on the brink of annihilation. If ever there was a time to dispense with legal procedure, it would be now. Think of it as an act of preemptive self-defense. Think of the lives you'll be saving. О, подожди, где-то же у него есть... Блин, нет, он выбросил меч, сука. Я думал, у них оружие есть. Потихоньку, пока игра интересна. Пока играть интересно, играю, понятно. Тоже список перейду, но список не как твой, там пара игр, в которые 100 раз играл, десяток, которые попробую, почему-то не делаю этого. Не, на самом деле, просто у меня... Я тоже периодически там поигрываю в старые игры. Типа вот до этого я в 4 героев играл, Deus Ex в который раз хотел перепройти, но что-то как-то он у меня застопорился, и снова особо желания нет. А вот такое вот что-то новое, которое я вообще не пробовал, блин, вообще на ура заходит. Просто великолепно. Я там на распродаже кучу игр напокупал в Steam. Ну как кучу, не особо кучу, но на первое время хватит. Вот, ну и Forgotten City одна из них. Так что, если есть желание, то да, надо использовать это желание. А если желание что-то новое, то это прям вообще... Ух. Инди-проектом? Ну, блин, они просто... Как тебе сказать-то? Вот ты говоришь, да, что типа, когда игра начнется? А типа, ну, игра в диалогах. Это как бы не геймплей в глобальном плане, но это тоже... Короче, вот
делать репетативные вещи, одни и те же, мне наоборот не нравится, скорее. Вот, а вот типа такие проекты, окей. Они интересны. Ну, короче, вот меня не тянет в какие-нибудь там Far Cry, Assassin's Creed играть, вот что-то такое. Даже несмотря на то, что вот в Assassin's Creed я только, наверное, в 3-й играл чуть-чуть совсем. Потому что там я у кого-то его играл. Допустим, там 2-го какого-нибудь пройти или что-то такое меня не особо тянет. Трипл не твое? Да... Ну, черт его знает. Ну, короче, я не знаю, что мое. Просто играется. Если прям вижу, что мне нравится, то играю. Вот. Как бы... Вот оно так. У меня такое чувство, что это будет ошибкой. Perhaps you would prefer the feeling of being responsible for the deaths of everyone in this city. Now is not the time for cowardice in the guise of philosophical introspection. Now is the time for action. You have your order. Чем? Руками? Он с луком? Как мне казнить его? Any way you can. Despite my weapons ban, it's been my experience one can always find a weapon if one looks hard enough. Замечательно. Ладно, я позабочусь об этом. Please act quickly before it's too late. We'll speak again after you've captured. Блин. Я идиот. Ладно. Гораций Слиздан. Слизнард. Давай, рассказывай о себе. Италика. So the magistrate has assigned me other duties. I act as the magistrate's right-hand man, keeping an eye on his daughters. Daughter, I should say. And the others. And making sure they're all behaving. I also keep a register of new arrivals. Так, как ты здесь сказал? Ну вот и, кстати, опять же Мор, который я вот недавно прошел, вообще прям офигительно зашел мне. Было очень интересно. Чем меньше спойлеров, тем круче, короче. Что в целом логично. People were screaming, trampling each other. Then some genetricum fugitor tried to take advantage of the chaos and pinch my pendant. I remember chasing him through the crowds, down towards the river. And then, nothing. Blacked out and woke up near here. No idea how I ended up floating so far downriver. But I'm fortunate to be alive, I suppose. Ну, жаль, жаль. Don't be. As Seneca the Younger said, difficulty strengthens the mind, as labor does the body. That said, Centilla's disappearance has been more difficult than I'd care to admit. Что о магистрате можешь рассказать? He's one of the better commanders I've ever had, that's for sure. Good stoic, lives by Seneca's words. Treat your inferior as you would wish your superior to treat you. Can't ask for much more than that. Не знаешь, как отсюда выбраться? I went around asking the same questions when I first arrived. Never did find a way out. But I learned how to accept my situation. To bear trials with a calm mind robs misfortune of its strength and burden. That's from Seneca the Younger, if you're interested. О, у тебя есть список граждан? Давай сюда. Офигенно. О, тут... О! Аврелия, класс плебейка. Владелец трактира. Говорит, что знает, как выбраться. Вергилий плебей, архитектор. С проживания форум. Галерий фермер. Трущобы. Примечания. Примечание. Примечания. Примечания типа нет никакого или что? Да, нету. Окей.
Ганнибал чужеземец. 22 человека, но Ганнибал умер. А Сентия исчезла. То есть 20 человек осталось. Заготавливал корма. Умер в цистерне? Вопрос. Георгий торговец одеждой. Гораций стражник. Собственно говоря, да. Деций плебей. Торговец разным. Угу. Домиций охранник Малеола. Ага, да. Дулей. Нетрудоспособен. Включен на складах. Клавдия Патриций, жена Малеола. Кстати, я ее не видел. Ливия плебейка, парикмахерша. В данный момент отказывается работать. Лукреция медсестра. Малеол Патриций, ростовщик. Не заслуживает доверия. Невия врач, заперлась во дворце. Подожди, а Лукреция это кто? А я забыл. Угу. Октавия. Патриций, уборка садоводства. Ее я как будто бы не видел. Руфий, плебей. В патруле. Руфий. Все больше волнуется. Подожди, это Руфий был? Ладно. Сентий магистрат. Сентила ученик. Пропала. Сентила пропала, да. Ученица. Не выходит за пределы виллы в цели безопасности. Ульпи плебей, долговой раб Малеола. Знаем такого. Фабия плебей пекарь. Да. Хабаш чужеземец рыбак. Пропал тоже. Ага, уже 19 осталось. Эквития. Весталка. И Юлия. Долговой казначей Малеола. Угу. Здорово. Конечно, я верну его завтра. Что думаешь о золотом правиле? Well, as I always say, it's kind of like a divine version of the practice of decimation in the Legion. By threatening to execute 1 in 10 men, the idea is to ensure order and discipline among everyone. And it works. If you knew you could be executed because your brother-in-arms is planning a mutiny, well, you'd bloody well watch him like 100-eyed Argus, wouldn't you? Because your only chance of saving yourself is to stop bad things before they happen. Makes us all responsible for keeping each other in check. It's brutal, of course, but effective. The Legion wouldn't be the most formidable force in the world without it. Тебе нравится это правило? What's done is done. I was forced to execute my brothers in arms, and those memories will always visit me in my sleep. But life is harsh, and I've come to accept my lot. As with the Golden Rule, I don't have any control over it, so railing against it would be like trying to stop the seasons or the tides. As Seneca the Younger wrote, true happiness is to enjoy the present without anxious dependence upon the future, not to amuse ourselves with either hopes or fears, but to rest satisfied with what we have, which is sufficient. For he that is so Так, я кое-что понял. Там, откуда я родом, это посчитали бы коллективным наказанием. А это военное преступление. War crime. Isn't that a contradiction in terms? War crime. In times of war, the law falls silent. Наши миры очень разные. Ну да, я соглашусь. Good. Perhaps we'll make a legionary out of you. Ладно, поговорим о чем-нибудь еще. Так, подожди, я пойду. Ты мне дал список?
список граждан. Так. Кто там? Ганнибал. Это может быть Ганнибал внизу. Умер в цистерне. Вопрос. Он вроде бы старый был, как будто бы, да? Как будто бы. А кто еще это может быть? Кто еще... еще этот... Рыбак пропал, да? Хабаш, да. Но это, скорее всего, не он. Окей. А, у меня гусиные яйца теперь 2, хотя их 8. Ладно. За кого будешь голосовать? Ну, очевидно. I don't think my vote is going to make any difference today. See, Domitius has been going around town, shoring up votes for Malleolus with lies, bribery and intimidation. О, Домиций ходит по городу. But he's a gladiator, so people fear and respect him more than they should. Sentius knows about it, of course, but he doesn't have the same rat cunning as Malleolus. This place will be different with that sleaze at the helm. But I try not to worry about things I can't change. Я могу помочь? I appreciate the thought, but you're new here, and I just can't see how you could make an impact in the time between now and the election this afternoon. In any case, if you're interested in the election, go and have a chat with Equitia, the Vestal Priestess. She'll be overseeing proceedings. Сентила такая. Сэнди, это точнее прошла, что сказала. What business is that of yours? Ну, занимаюсь розысками, типа. Ну, там есть один скелет в закрытом доме, в который я попасть не могу. Такое ощущение, будто тебе не нравится, что я ее ищу. No, it's not that. We all care for Sentilla. She is, or was, a lovely young woman. But I learned long ago not to dwell on things beyond my control. Or to try not to, anyway. But I don't want to seem obstructive. If you have questions, ask away. Я попробую. Знаю, что ты с ней сделал. If you're accusing me of a crime, сука. you better have something to back Не it up. получилось. Ты знаешь, о чем я. Где она? You're grasping at straws, and it's not going to work. We're done. Эх. Ладно. Один раз можно было попробовать. Так, куда она ушла? И ушла ли? Ну, похоже, что ушла, да. Нет, подожди, где она была? Она была на первом этаже, потом куда-то уперлась, что-то сказав. И все, да? Блин. Сентию просрал. Ладно, мне нужно найти Руфия. Руфия. Аве. What were you two talking about? Прости, что? Don't play dumb. I saw you. Having a shady little chat with old man Sentius up on his balcony. What's he offering you? Money? Favors? What's your vote worth to him? Что мне за это будет? A spit of a fauna career. We've lined up all the we need already. Mark my words, Malleolus is going to be magistrate by the end of the day. And if I tell him you sided with that feeble old has-been, that you've been trying to undermine his hard-won victory, you'll have picked the wrong patron. Got it? Ладно, мне плевать на выборы. Good.
Then stay out of it. Nobody likes Caput Murday foreigners interfering in an election. Не против, если я задам несколько вопросов? Can't hurt. Ладно, я пойду. Так. Прикольно, прикольно, Наташ. Интересно. Ладно. Бля, ладно, я не хочу. Я передумал. В жопу. Выглядит супер. Ну, выглядит оно вполне хорошо. Да слышу. Но вообще очень интересно, я бы сказал. Но, опять же, если заинтересовалась, то, скорее всего, миллиард спойлеров будет. Сразу предупреждаю. Миллиард, не меньше. Так. Где этот чувак? Он в патруле. Welcome. Лукреция. Ты мне ничего нового не скажешь, да? Да. Лукреция, Юлия, все дела. Так, а ты... А, да, я с тобой не договорил. Sorry, I'm still a bit out of it. Galerius just saved my life. Was there something you wanted? Lucretia says I'm supposed to rest. Так, что думаешь о золотом правиле? Equatia once told me it's the god's way of creating a city without sin. But if that's the case, then whichever god is responsible for it didn't think it through. В смысле не слышишь? All it really does is make bad А, в смысле то, что сидишь и не слышишь? And good people too frightened to stand up for themselves. I've seen Malleolus, Claudia, and Domitius make grown men cry. Romans, they don't cry easily. They've never physically hurt anyone. But the point is, they don't have to. They've got people running scared because everyone knows Malleolus is the favorite to win today's election. А, мужчины только могут голосовать. Кстати. Я могу помочь? I doubt it. I mean, the election is today, and you've only just arrived. I just don't think there's enough time for you to do anything. Ладно, я понял. До свидания. All right. Так. May Apollo keep you safe. А тут что у нас? Тут закрыто? Да, тут закрыто. You look well, my sartorial friend. Так. Где этот ваш Руби, не Руби, как его там звать? Угу, ты сюда пришла. A new face, Ave, and may Vesta watch over you. I'm Equitia. To what do I owe the pleasure of this visit? Мне уже случалось в поиске совпадений спрашивать людей, как они сюда попали. Interesting. I'm not sure why you're telling me, but you've come to the right person. Did you find a pattern then? What have you noticed? Так, кто-то упоминал монету, реку, провал памяти. Да, это все упоминали, кстати. Yes, I suppose that could be something. But then most of us do tend to carry coins on our person. Ну, динарии не все. Кто-то упоминал реку. I understand many of our friends were carried here by a river current. What else? Провалы в памяти. I know I wasn't entirely sure how I wound up here. It's as I feared. I think I understand what poor Livia has been going through. Let me ask you this.
Did you happen to encounter a stranger in the forest Да. before you arrived here? Да, встретилась девушка. Did you happen to catch her name? Ну, она представилась Карен. See. And was this Нет, она не в капюшоне была. wearing a hood? В кофте с капюшоном. В кофте с капюшоном она была? Ладно, допустим. Seen her before. There's something I think you should see. I think you'd better follow me to the baths. Там опасно. Туда только что прибыл убийц. What? How could you know that? And why are you talking to me instead of doing something about it? Please, go and stop him and come back to me once when no... Пиздец. А как я нахер его остановлю? Алло. Нет, мы не встречались. До свидания. Твою мать. Окей, в банях что-то есть. О! Сук. Угу. Туда можно, да? Ульпий убил Сантилу. Так, мне нужен этот чувак. Где он ходит? Где он может ходить? Вот он! Нет, это Гораций. Фу, блин. Иди нафиг отсюда. May Apollo keep you safe. Isn't the great temple majestic? Все, ты не будешь, да? Ладно, все, я понял. I'm hiding. Did you... Да нет, не удалось. Секунди и Цитера были вместе до конца. Это еще что значит? Каменная мельница, похоже, что мука и зерно насыпаются сверху и перемалываются между камнями вращением рукояток. Ладно. Я идиот. Ладно. Я подумал, что кто-то точит нож, но это статуи голову поворачивает свои. А! Архитектор. Make sure you stay away from that empty shrine. It's going to collapse. Welcome back. Well, I'm an help out, but I like that. Нет, подожди. Архитектуре? Не, ничего не это, да? Ладно. Так, надо найти мужика. А, еще я знаю, где тайник есть один. Вот здесь вот. Вот. 43 монеты, блин, ладно, так себе тайник. Непонятно, да? Прикольно. Слушает их ушами. Я тут еще к мадаме могу пройти. А где она, кстати? Непонятно, да где его жена?
А, тут есть второй этаж. Фу, блин, ё-моё. Рыдает. Здорово. I'm not supposed to be in here. Я знаю, где ты хранишь ценности. Поговорим. Talk. What business could you possibly have with me? Почему заперли в этой комнате? My marital affairs are no concern of yours. Thank you very much. Угу. Расскажи о себе. I think a better question is, why am I being interrogated by a stranger who just barged into my Вопрос villa? хороший. I have quite enough marriage trouble already, without having to explain to my husband why I am receiving strange men in private. Не знаешь, как отсюда выбраться? Preferably the way you came in, by which I mean, please leave. Что думаешь о золотом правиле? I think it's about to be broken. Ладно, ладно. This is outrageous. $2000. Ха! Блин, а я знаю, что я сделаю. Я украду их. Когда наступит время. Мне кажется, неплохой вариант вполне. Что, блин, это такое, а? Я не понимаю. Или это реально этот чувак? Так почему он в скелета превратился? Вот это непонятно. Где охранник? Are they? Ладно, попробую куда-нибудь. Ну не, здесь он не должен быть. Хотя черт его знает. Может и должен, но я здесь уже был. Да, блин. Перестань застревать во всяком. Ну, есть ощущение, что... А, да, у меня же есть фонарик, ё-моё. Идиот. Я забыл об этом. Там что-то есть. Но я туда не могу попасть. Но там что-то есть. Бабочки не врут. Ладно, я пойду стригерю его и украду деньги. Мне кажется, это почти идеальный вариант. Хотя можно в бане сходить. Зайти. Oh my, I've never seen a lamp like that. That lamp? Never have I seen it equal. Да, это правда. Ей нет равных. Stop right there. I am looking for Tiberius Queen. Молится в небольшом храме неподалеку от входа в город. Второе здание слева от тебя. Thank you. For your service to the Empire, I'll let you live for now. Давай, до свидания. Так, и что же тут в банях?
А, мозаика. Подожди, в банях? Я сюда упал. Угу, все, я понял. Я здесь падал. А без времени. Я идиот! Я его в... Ё-моё, я его в храм отправил, который обвалился. Я даже не понял этого. Лол, серьезно? Охренеть. Вау. Это же идеально. Вау. Ну это здорово. Это меняет. Ёб твою мать. Блядь, чё себе. Деревянный лук. Взять, конечно. Объявление о награде. Приказано императора Нерона всем верным сынам Рима. Приказано выследить, следить поджигателей убийц Тиберия Квинция Криспа. Гражданин из Авентинского района Рима. На вид ему около 40-50 лет. Среднего роста, среднего телосложения. У него темные волосы, один глаз зеленый, другой голубой. Обычно он гладко выбрит. Сообщник сектантов страдает манией величия. Стрел в спине и динарий. Да. Так. И... Оп. Я могу использовать лук. Здорово. Здорово. Так, окей, я... Тогда сначала поговорю с ней, раз она тут близко. Да. Почему? Блин, это сделано прикольно на самом деле. Реально прикольно. Могу задом бежать. Совершивший грех погубит всех. Ну, теперь у меня есть 30 стрел. Так, ну рассказывай, где там что это? Плащом, все дела. Ну дай. Все в твоих руках. Я понял. Так, рассказывай. All right, you're here. You were asking how I knew the young woman you met by the river was wearing a hood. Here, look down at the bottom of the baths. It's a little hard to make out in this light. If only we could see. Oh, what a marvelous lamp. But do you see it? Somebody waking up by a river in a forest to find a hooded figure with a coin. It's just as you described it. Only your pronunciation is a little off. The name you heard wasn't Karen. It was C-H-A-R-O-N. As in Charon, the ferryman of the dead. Все-таки мы в аду. Who, in exchange for the right coin, helps the souls of the newly deceased cross the Styx. Ну, да. Не совсем в аду, но в этом. When I dragged you out of the river, I thought you were never gonna wake up. I checked your pockets for ID, but all I found was some loose change. Только мелочь. Feels like I've spent my whole life in a dead-end job with an endless commute. Sorry if I sounded cagey, it's just that I don't always get the best reactions when I introduce myself. My name's Karen. There are a bunch of old stories about the gods punishing people by making them do the same futile task over and over. But on the bright side, да, в подземном мире. Да. I'm so sorry, my friend. I'm so sorry. I
take it you know what this means. В подземном мире. I'm afraid so. It's all starting to make sense. All these people whose last memory was running from the fires towards И утонули. seems none of them escaped with their lives after all. Perhaps we should be grateful they don't remember their final moments. It also tells us that the Golden Rule is the work of Pluto, the god of the underworld, and why his epithet has always been Father of Riches. I know it's a lot to take in, and you look as if you have questions, so I'll try to answer them if I can. Получается, мы умерли. That was my first thought too. In the old stories, the underworld was where the souls of the deceased were taken. But it was also possible for the living to reach it without dying, if they were particularly fearless. So I'm afraid I don't know. Что можешь рассказать о Хароне? Oh, I'm sorry. I keep forgetting you're not from here. Да, You блин. were Roman or even Greek. Да знаю, я знаю. These stories. Ну ладно, рассказывай. Slightly different, whether the storyteller was Plato, Homer, Virgil, or Ovid. But they always involved the souls of the dead meeting a grim ferryman named Charon on the bank of a river. It was said that he'd help the new arrival cross only if they could pay him with a coin, an obol. That's why it was once our custom to bury our loved ones with a coin in their mouths. Обол Харона, да. Да. Of course, an obol was a kind of Greek coin, because we inherited this knowledge from the Greeks. Почему мы не узнали Харона? To be fair, the ferryman isn't exactly as the poets described, and he, she, they seem to appear to different people in different guises. You say you saw a young woman named Karen with a hood, and I once heard Kabash mention a stranger in a round headdress named Kerti, and Rufius described meeting a stranger named Kamut Tabal wearing an eagle headdress. But whatever form this stranger took, they were always wearing a hood of some sort, and their name always began with a K sound. I suspect the only way you'll solve this riddle is if your paths cross again. Почему в подземном мире так мало людей? Good question. Let's see. In the stories, Charon would always require a coin as payment for passage across. У нас не было монет. But that never made any sense to me. What does an ancient immortal being need with Ой. coins? In our case, it seems Charon didn't take the coins we had. He or she merely checked. Но у меня не было монеты, она нашла типа мелочь, но там, ладно. There's something special about the coins each of us had on us. That might explain why we wound up here, but so many others did not. Ты скрывала это от меня? No. I mean, I had my suspicions, especially after Livia's ramblings, but I would never have figured it out without your help. I promise you. Волшебная лампа. Окей, больше нет вопросов. Спасибо. Now that we know where we are, we have to figure out what to do about it. If we don't want to be cast into gold for eternity, we don't have much to go on, except the old stories. I remember 4 in particular about heroes in the underworld. Hercules, the demigod and son of Jupiter. Orpheus, Орфей. a poet. Орфей сбежал разве? A king of Ephyra. И Сизиф сбежал? Aeneas, a Trojan hero. Hercules was able to leave the underworld because he cowed its god with his strength. Sisyphus and Orpheus both relied on their wits instead. They persuaded the goddess of the underworld, Proserpina, to help them escape. Proserpina это Персифона? Aeneas was able to escape with the help of a spirit guide, who led him through a secret gate. So it seems you have 2 options: to confront the god of the underworld head-on, or find a way to escape with the help of Proserpina or some other guide. Ну, есть у меня один... да, это Персифона, реально. Лол, это многое объясняет. Ладно. Почему не называешь бога подземного имени мира по имени? All Romans try to avoid saying it, and the reason is quite simple. He might hear us. You may refer to him as Pluto, if you wish, but you'll only be calling attention to yourself. Do so at your own peril. Окей.
Мы не можем сбежать тем путем, которым сюда попали. But the problem is, this place is fairly well designed to keep us here. There's no way to climb up the shaft. And even if you could build a ladder big enough, just trying it would break the golden rule. We know that, thanks to the writings left behind by those who've tried. Расскажи о встрече с Плутоном лицом к лицу. Is everyone so blunt where you're from? Oh. That option would be the boldest, but also the only way to learn the truth about the golden rule, and maybe even put an end to it. As I said, Hercules managed to overpower the god of the underworld. Далеко до Геркулеса. Forgive my candor. Ладно. You are no Hercules. Геркулес не мог управлять временем. У меня есть пара козырей в рукаве. I'll admit, you do seem different to anyone I've ever met. And even that lamp of yours looks like something Prometheus might have stolen from the gods. So, if you want to confront him, I'll help you as much as I can. Who knows? Perhaps your name will be uttered in the same sentence as Hercules one day. But first, you'd need an audience with you-know-who, and for that, you'll need to enter the great temple. Верхний храм посвящен Аиду. Has been sealed shut for as long as I've lived here, and there doesn't even seem to be a keyhole. I suspect the answer lies in the desecrated obelisk in front of it. I'm not sure if you noticed, but there are 4 plaques missing from its base. It looks as though somebody, or a series of somebodies, forcibly removed them, and in doing so, dishonored and angered our divine keeper. If you could recover and replace all 4 of those missing plaques, I imagine he might be willing to receive an audience again. Что можешь рассказать про обелиск? It's the towering stone monument with 4 sides and a pyramid-shaped head that stands before the great temple, a dedication to the god of this place. You'll find them all over Rome, but of course they were looted from Egypt many years ago. It seems one of them made its way here too. Что-то я не помню такого обелиска. However, this one is unusual in that each of the 4 sides is decorated in a different style. Roman, Greek, Egyptian, and another I don't recognize. Понял. That means you'll need to recover 4 different plaques. Roman, Greek, Egyptian, and a 4th, a mystery plaque. Окей. Good question. Где искать римскую? We first need to ask who would have defaced the obelisk in the first place. It would have had the god's name engraved into it, so it may be that whoever desecrated it wanted that name to be forgotten. There's only one group of people I know of who might want to do that. Христиане. There's a cult in Rome that often argued there is only one true god. Theirs, of course. They've been known to start fires, as well as deface religious monuments whose existence challenged their beliefs. Жесть. If I were you, I'd go looking for them. Of course, they've all been in hiding since the fire last year, so finding them won't be easy. No. But I did hear a rumor they have a secret shrine somewhere in the city. Perhaps, if you could find that, you might be able to recover the Roman plaque. Окей, хорошо. Греческая. No. But perhaps you should begin your search with the local Greek fellow, Georgius. His store is in the forum. Египетскую. Perhaps Kabash, our Egyptian resident, would be able to tell. Да, он пропал. Unfortunately, he disappeared. И он египтянин. Интересно. But I did hear Aurelia is peddling rumors about him at the tavern, so perhaps you could talk to her, or just take a look in his room. Ну, в его комнате я был, да. I'm afraid you're on your own with that one, but perhaps finding the other 3 will illuminate the way. Окей, поговорим о чем-нибудь еще. Про побег с помощью Прозерпины или проводника. As I mentioned, both Orpheus and Sisyphus were said to have persuaded Proserpina to help them escape, and Aeneas was guided to the exit. The problem is, those are the stories of a poet, a self-aggrandizing king, and a brawler about their own heroic deeds, so they should be taken with a grain of salt. Героический сатир. First, Proserpina.
What we do know about her is, well, it's a grim tale. It's said the god of the underworld abducted and dragged her here against her will, forcing her. Сюда, она говорит, сюда. Она хочет сговориться с нами против него? If the stories are true, then I suppose so. The problem is, how do we communicate with her without being noticed by her captor? Leaving that aside for a moment, there is also the possibility of a spirit guide. I don't suppose you've come across one of those in your travels? Ну, есть тут один дух. Иногда шепчется статуи женщин. And you're only bringing this up now? Ну, блин. Then again, I suppose you were worried I'd think you were as mad as Navia. Can you tell me more? Is it the same voice? Да, одинаковый. What thing does it say? Подсказывает. Звучит жутковато, но помогает. Fascinating. Perhaps she is a benevolent spirit, or perhaps. Ну да, возможно, Персефона. Perhaps you're hearing the voice of. Он видит их глазами. If she has indeed been abducted, it would make sense for her to speak in cryptic whispers to avoid detection. Tell me, has she told you anything that might lead you to the way out? Пока нет. Oh, I see. Well, let me know if you hear anything that might be a thread through this labyrinth. Окей. I would suggest not discussing this with anyone. The best we can do for them is to let them remain oblivious for as long as possible. As for Livia, it seems she's been shouldering the weight of this terrible secret all this time. Perhaps it would comfort her to know she's not alone. Ладно, поговорю с Ливией. In any case, time is of the essence, so you'd best begin. May Fortuna guide you. Although you may not need her with Proserpina on your side. Прикольно. Ави. Greetings and salutations. Здравствуй, Георгий. Hello again, my sartorial friend. What is on your mind? Не знаешь, где можно найти греческую скрижаль? And in a city full of Romans, you are asking me? Because I am Greek. Let me tell you something about Greeks and Romans. Так. My name is Georgios, yes. But the Romans, they do not care. They hear me say Georgios, and they think, he must mean Georgios. Good Roman name. Georgios. They do this all the time. They see us worshipping Zeus, they copy us, but call him Jupiter. They take Hades and call him Pluto, Persephone, Proserpina. I am flattered that they copy our ideas, but why must they change the names? Do they want credit for making it all up? Do they want to forget where it came from? At first, I pull my hair out. After a while, I give up, and I become Georgius the Roman. I accept the world is Roman. Plus, I have no hair left to pull. Волос не My point is осталось. this. If you want to know who stole an old Greek name, look no further than the sticky-fingered Roman. The plague you seek was pilfered from a collection of old Greek relics by none other than Douli. Дули. He cannot help it. Like a typical Roman, he likes shiny things, especially those that once belonged to my people. And besides, it makes him happy. So I say, let him keep it. I believe he still has it with him, in his cell, just opposite the Temple of Demeter. Окей. I hope that our paths cross again. Спасибо. Лук я, наверное, пока оставлю. Так, время-то все-таки идет. Не спать пошли все. Нет, ты не пошла. Что с глазами? You took care of him? Ну, типа. An accident? So, it's over? Oh, God. It's such a relief. I really thought we were all going to die. I do have a question, though. That shrine, the one I was going to hide in, did you
No, it was going to collapse. Да. So you kind of murdered him then? The many shall suffer for the sins of the one. Ни хрена себе. Окей. Вау. То есть... Блин, где эта долбаная... Лестница, бляха! А, вот она. Твою мать. Твою мать. Твою мать, твою мать, твою мать. Извините. Все, я понял. Не получится, да? Ну, почти получилось. Да уберись. Да господи, блядь. О. Да ёп. Красота тебя. Я понял. Ну блин, 2000 мне нужны. Ну, очень сильно нужны. Окей, она меня... Да блин, зачем я сюда опять пошел? Грейв-робер. Украсть деньги, когда золотое правило нарушено. Ну да. Ай. Не-не-не, тихо. Да. К сожалению, так. Так, мужик. Salve, friend. Ну, чтобы кое-что уладил. Давай все-таки Юлии. Нужно, чтобы ты не дал Фабии войти в храм, а тому, кто придет последним, скажет правильно. Охереть. Жесть! Чувак, ты самый лучший просто. Мое почтение. Так, стоямба. Деньги. Блин, реально, просто мега жесткий чел. Тут есть, по-моему... где? Да господи, что тут такое? А, вот он. Так, ну и посмотрим, что там за обелиск такой. А, ну да, и правда обелиск. Да, Октавия. Ульпи мне нужен. Да, я с ним поговорю. Все равно не поверишь. Смогу решить.
Oh, Они у меня есть. really? Wait, Нету свободы. you'd do that for us? Couple of complete strangers. Ну, почему бы и нет? It seems today we're both blessed. This did not turn out how I thought. Thank you, friend. I never thought people like you existed. Вот твои деньги. Thank you. I'll go and pay off our debts immediately. I just wish there was some way I could repay you. But I have nothing but the tunic on my back. Да иди уже. Не беспокойся об I'll go and take care этом. of things with Malleolus and tell Yulia the good news. Thanks again, friend. I'll never forget what you Да, did for да, us. да. Давай, беги. Так. Это греческая. А вот это римская. А вот это и правда неизвестная. Это майя? Это египетская. Что это? Не, я не могу так сделать. Вопрос. Да, он реально падает туда. Это он падает. Эх. Ладно, интересненько. Интересненько. Так, стоп, а где этот? А, дальше. What you did was extraordinary, and I'll never forget it. I'm thankful that you're here. Дай мне ключ от Can I храма. help you with something? Ищу вынутую из близко римскую скрижаль. Even if I had seen it, and I'm not saying I have, I couldn't in good conscience give it to you. That's all I'll say. Возможно, магистрату будет интересно послушать про твою What веру. you're doing is disgusting, and it's not going to work. Shame on you. Христианка? Please keep that to yourself. There was a Even if I had seen it, and I'm not saying I have, I couldn't in good conscience. Сука. Ah. Ладно. Иди к черту. Сам проберусь в твой храм. Жрица, да? Жрица меня направляет. Так, я нашел лук. Что, блин, там творится такое? Непонятно. Salve. Так, ты мне что-нибудь новое расскажешь? Sorry, I'm still a bit. Was that? You mean? Oh, we. But my. Очень жаль. Oh, they've got. Я над этим работаю. If that's your. Все, ладно, иди нафиг. Я тебя спас, как бы, ладно. Он не может знать, что я ее спас. Храм, да? Так, мне нужен мужик. Возможно, я хочу отдать ему лук. You there? I'm sorry to trouble you, but I had no idea how you managed to get your hands on it, especially in the light of our dear old mate. And before you ask, no, I wouldn't dream of trying to buy it from you. But I would like to propose a joint business venture of Так.
Продолжай. Do you have any idea how people here end up as golden statues? Статуи оживают и осыпают людей градом золотых стрел. And here I was thinking I was the only one to figure it out. In any case, supposedly one or two of those arrows is enough to turn a full-grown man into gold. Now, of course, that is a travesty, a terrible, horrible waste of human life, which has to be stopped. And yet, Так. on the other hand, I can't help but think of a tale told by that Greek fella Aesop, the goose that laid the golden egg. With the ability to transmute organic matter into gold, Так. one could create infinite wealth. Use your imagination. Golden animals, insects, trees and plants. The Midas touch without the drawbacks. Так. Riches beyond imagining. And even if we were to split all those riches between the two of us, half of infinite wealth is still infinite. Interested? Ну... Допустим, интересно. So the first question is, how do we get our hands on one of those golden bows? Now, I have a plan, but first, tell me, are you familiar with the story of the goddess Diana? Не, что за Диана? No problem. Allow me to explain. Diana is our goddess of the hunt, the Ah. and the underworld, depending on who you ask. The one thing priests and poets agree on is that she carried with her a golden bow and a Диметра. quiver of golden arrows. And it just so happens that there is a shrine of Diana in this very forum, with a prominent statue of the goddess herself. And would you like to guess what she's holding in her hand? Золотой лук? Precisely. I can't tell you how many hours I've spent in that temple staring at it, trying to figure out how to retrieve it without breaking you know what. Ты хочешь получить кражу мне? Oh, gods no. If you tried that, we'd all be dead within moments, I'm sure. No. Артемида. Тьфу, Диметра. Какая Диметра? Артемида. I cover it in a thin layer of gold leaf, and we create a replica of a golden bow. Then you enter the shrine, extinguish the braziers, and under cover of darkness, swap out the fake for the original. It's not theft exactly, it's more of a trade. Да, Make да. no mistake, this is a dangerous path, and there's no way of knowing. Но я согласен. But in my experience, all the best adventures begin with a risky first step. Согласен. Now, you must have questions. Ask away. Почему просто не могу взять лук? Because the gods would see you, of course. Hence my proposal. Ну, да. Почему не I'm more сделать? of an ideas man, whereas you're obviously the more resourceful and heroic type. I have complete confidence in you. Окей. Но ведь это опасно. When Prometheus stole fire from the gods and became a hero to all mankind, do you think he was worried about the danger? Справедливо. So, are you in, partner? Если вы не любите элементы экшена и хоррора, то можете отказаться. О, фак. Ну ладно, я в деле. Wonderful. Now, if you'll hand over your bow, I can get started applying a layer of gold leaf. This is a quality weapon. Now, bear with me for a moment. And here we are, a gold leaf bow. Фальшивый золотой лук. Now I've gone and unlocked the Shrine of Diana for you, so as quick as you can, head on inside. It's just at the end of the street on the left. May the gods not watch over you. Понял. Так. Фонарик. Свиток. Деревянный лук, фальшивый золотой. Прикольно. Ладно. Ah, a fellow traveler from a faraway land. Все в твоих руках, да? Римляне стоит на коленях, будто бы молятся. Похоже, ему мольды остались неуслышанными.
Большая каменная статуя Дианы, древнеримской богини охоты и луны подземного мира. Пак. Так. Ну-ка, стоять. Понял. По золото. Подменить настоящий золотой лук, но фальшивый. И как? Блин, эти... Is that you, partner? Do you have the bow? Да. Wonderful. Just go ahead and slide it under the door for me and I'll unlock it for you. Не стоило тебе доверять. And yet you did. And now here we are. With me out here and you in there. Until you give me my bow. Ты разве не нарушаешь золотое правило? Ты сказал мне, что мы поделим богатство поровну. No, technically, I never said that. I said, if we were to split all those riches between the two of us, infinite wealth is still infinite. It's hardly my fault if you can't tell the difference between a hypothetical and a promise, now is it? Oh, I do love a good loophole. Понял. И как не доверять после того, как ты меня обманул? You're just gonna have to take your chances, I'm afraid. Bow, now. And don't even think about giving me the fake one. I'll recognize my own handiwork. Не стану отдавать тебе этот лук, я найду другой выход. I would reconsider my position quickly if I were you. I'm not sure if you noticed, but you're stuck in there with a hornet's nest, and they can be rather aggressive toward intruders. Ну да. You know, some say it takes 27 hornet stings to kill a man, but I always wondered how anyone could have known that. Let's find out if they were right, shall we? Что ж, это было довольно неплохо. Прикольно, теперь у меня есть золотой лук. А что тут делает палочка с губкой? Извиняюсь. Стрелы и динарии. Но предполагаю, что мне нужно выстрелить в воду. Только не так. А! Вот оно что. Интересненько. Ну, лук и правда крутой. Ой. Придавило. И не в гневе. I write this so that one day, when we're finally together, you will understand what I've done and why I had to do it. The others will call me mad or a monster, but I don't care what they think. Everything I'm doing here, I'm doing for you. I'll start at the beginning. Soon after my arrival here, as I walked down a corridor lined with golden statues, I thought I heard a whisper behind me, a rasp of air,
as if vocal cords of metal strained to say a word or two. I tried to dismiss the idea, tried to concentrate on my work as the city's medic, but that tortured whisper haunted me. Weeks later, in the hallway to the bathhouse, I heard it again and found myself drawn to the Через несколько недель я снова услышал шепот в поле бани. Меня не привлек стадо Римлян, надеялся в столу. Ее лицо было искажено мукой и страхом. Самое тревожное оказалось, что она смотрит прямо на меня. Проходя мимо слова, услышал напряженный шепот, и вернулся, увидела, что, несмотря на то, что я уже была в другом месте, она все еще смотрела прямо мне в душу. Когда меня осенило, это была не статуя, а женщина, запертая в золотой тюрьме. Естественно, я рассказала остальным, но не смогла воспроизвести результаты эксперимента. Мне не поверили. С того момента я осознал весь ужас этого места. В этих статуях обездвижены живые люди. Именно в тот день, любовь моя, мое сердце разбилось. Угу. О, уступы от Assassin's Creed или с Far Cry. Everything I'm doing here, I'm doing for you. I'll start at the beginning. Soon after my arrival here, as I walk down a corridor, whisper behind me. Oh. As if vocal cords of metal strained to say a word or two. I tried to Прикольно. dismiss the idea, tried to concentrate on my work as the city's medic, but that tortured whisper haunted me. Weeks later, in the hallway to the bathhouse, I heard it again and found myself drawn to the statue of a Roman Прикольно. wearing a stola. Her А, я понял, где я, в каком храме. face was contorted with anguish and fear, and disturbingly, it was as if she was looking right at me. Вот и As дворец. I walked past her, I heard that strained whisper again, and turning back, I discovered that even though I had moved, she was still looking right into my soul. That was when it dawned on me. This was no statue. This was a woman trapped within that golden prison. Naturally, I told the others, but when I could not reproduce the results of my experiment, they would not believe me. But from that moment on, I knew the full horror of this place. Immobilized within these statues are living human beings. It was that day, my love, that my heart broke. Это она. Жесть. Ну, сочувствую. Что-то еще сказать. Это и есть элемент хоррора, я извиняюсь. Так, я хочу выстрелить. Да, но... О! О! Оно так работает. Ладно, допустим. Угу, не понял. Очищенная статуя, покой. Просто 2 выстрела. В любое место, видимо. О, монеточки. Сундучок. Стрелы, хорошо. You're not supposed to be here. А, тут нету, нашли. Внизу.
А как она выжила здесь, я извиняюсь? Закрыто. Получается, вниз. Ну ладно, ладно, идем. Вдыхают с облегчением. Волчан я взял в целом. Не понял. Ладно, это было странно. Ну. Да, блин. Я в куст попадаю. Ой. Динарий. Прикольно, платформу типа себе создаешь. Бляха. Да, возможно, тут было просто экономия стрел, по сути. Здорово. А, в голову надо стрелять. В голову просто стрелять надо, да? Это что, ваза? А, ваза их привлекла. Ага, я сюда пришел. Кошелек. Блин, они пинаются так забавно. Я понимаю для чего, но все равно это так забавно. О, от дверей дворца. My beloved Galatea, after I learned the terrible truth about the golden statues, I wandered the city as if in a nightmare. What must life be like for these poor souls, entombed in gold, but kept alive somehow? Trapped in their own personal Tartarus, consigned to eternal torment, too horrific for any sane mind to comprehend. I tried to offer them what small mercies I could. I began to talk to them, to keep them company.
I'd imagine backstories for them, give them names, and tell them of the world, of the histories and stories I'd learned as a child. As the others became more concerned by my charity, I sought solitude from them, preferring the company of my tormented charges. Discovering a way into the abandoned palace, I began to spend my days walking its halls and sharing with its occupants ancient tales, my mind turning to those of a Похоже на стеллаж, изготовлен для того, чтобы держать золотые статуи, когда с них очищает золотой слой. Ужасно. Ну да. Не должно быть использовал ужасный на вид хирургический инструмент, чтобы очистить статуи. Жестко. Жестко. I know that is not your real name, just one I have borrowed from a story. But when I turned to look at you, I saw the most exquisitely beautiful woman I have ever known. Your face, forever frozen in a look of haunting sadness. Our meeting gave me new purpose, to free you from your golden prison, so that I might one day hear you speak, not just whisper your true name to me. So I gathered tools for the long and difficult task ahead, barred the doors to this place, and set to work. В плечо попал. Ну, сорян. О, бля! Да, не очень хорошо получилось. Бляха, муха, я просто тебя. Типа убил ее? Ну, вроде. Блин, это было неожиданно. Весьма. Да, черт. Стрелы, кстати, пропустил. Подожди. Нет, не могу. Стоп, что? А, сюда. Да, блин. Вот тут застревание в некоторых местах происходит. Немножко бесит. Я так понимаю, мне... Ага. Я. Да убиваю. Но я стараюсь. Бляха. Да, ребят, я вам сочувствую. Не самая приятная участь, я так понимаю.
Да, можно было не убивать их. Ну, там деньги были. Ой. В голову Ой, в руку попал. А, блин, они руками, кстати, прикрываются, лол. А, тут еще один был. Еще одни водоросли. Ну, кто ж знал. Третья часть. Поехали. My attempts at freeing these souls from their golden prisons have not been going to plan. My first charge was a Greek woman who I called Iodame after the Athenian turned to stone by Medusa. Drilling through the gold that encased her, I was vindicated by the discovery that beneath half an inch of gold, which is so rigid it must be some kind of alloy, was living flesh. Unfortunately, this golden alloy seems to have fused with her skin, so removing it exposed the sinew and muscle beneath and appeared to cause her great pain. At first, I braced myself, expecting that inflicting such pain would break the golden rule, and yet, somehow, it did not. It seems whichever god is responsible for imprisoning these poor souls does not care about their suffering at all. They are forsaken. Undeterred, I pressed on, working late into the night, attempting to remove the golden layer that encased her as delicate as her. Да. Eventually, I was able to free most. Великолепно. But when I released her from her restraints, Но ее укусили, и типа ей пофигу, да, было? Она, кстати, здесь была. Кажется, блять. This was my thanks for trying to save her. Whatever possessed Iodame to attack, she was clearly not a suitable subject for my experiment, and I was forced to lock her inside an isolated wing of the palace and bar the door. As I continued working on others, I could hear her flailing and launching herself at the other side endlessly. О, блять! Промазал. Попал. And after relocating a few times, most of the palace is now too dangerous to work in. Still, as much as my heart aches to know that you're suffering, I cannot risk attempting to ungild you yet. Not until I have perfected a method that will bring you back to me, whole in both mind and body, and ensuring your humanity is preserved. I promise you this. One day we will be together, even if I have to free every last statue. Блин, в руку попадаю. Попал. Да уж, ёпрст до костей. Охренеть просто. Охренеть. Она мертва. Очевидная смерть не нарушила золотое правило. Да. Да. Ебать. Че, никого?
Наполовину очищенная статуя ближе. Это ты со мной общалась? Ты нашептывала мне советы? Почему ты не помогаешь? Да я пытаюсь, только... Так. Ты должна быть Неви. And you must be the wretched snake who broke into my palace and disturbed my experiments. And worst of all, look at what you made me do to her. This never would have happened if you just stayed away. You're going to pay for that. Если нападешь на меня, мы оба окажемся в золоте. And you think I care about that? I don't care what happens to me, as long as you get what you deserve. Но я тут ни при чем. Liar! I locked and barred the gate. I left a message warning you all to leave me alone. I just wanted to do my experiments in peace for her. And now look at her. You made me turn the most beautiful woman I've ever seen into this. Look at her. She's in agony. All I wanted was to spend my last moments with her, to see her beautiful face, to hear her speak freely, instead of in those cryptic whispers. But as soon as I began my work, she stopped whispering to me. And now I discover she started whispering to you instead. Ну, типа того. What's special about you? Не только эта статуя шепчет мне, многие из них так делают, но это всегда один и тот же голос. What do you mean, the same voice? Как будто кто-то другой шепчет мне через статуи. Yes. I remember when they used to whisper to me. They did sound similar. I just thought it was because all voices sound the same when they whisper. But now that I think about it, they were all benevolent and seemed to share a common knowledge. But if these bodies are mere conduits for that one voice, then this body is nobody. And everything I've done here was... Wait, I see what you're doing. You're trying to steal her away from me. Oh. You're planning to wait until I've done all the hard work. Да ты Is that it? совсем с катушек съехала. Liar. You tried to steal her away from me, and now look what you made. Из-за меня? Уверена? One good reason why I shouldn't peel Очистить. you. Давай я просто уйду. What? What are you talking about? Из этих путинных тоннелей под городом мне пришлось выбраться наружу через дворец. Wait. So you're saying you weren't coming for us? Мой намерение никогда не входило причинить тебе боль. So I did all this. I ruined her. For nothing. What have I done? Oh God, I feel sick. I can't bear the thought of Она сейчас себя убьет. And in so much pain. Только... It's the air coming into contact. А, самоубийство не грех. It's agonizing for them. But the only way to fix it will be to break the golden rule and let it run its course. At least that way she'd be golden again, and we'd be together. All it would take is one little cut. Могу все отменить, если скажешь, как лечить ревматизм. It's too late. There's Сука! nothing you can do. I have to do this. I'm sorry. Могу снова покрыть ее золотом. What? How? Лук — оружие, которое заключает людей в золото. Really? I'm not sure I believe you. Yeah. You can undo this mess. I'll tell you what you need to know. But if you're lying to me, I'll break the golden rule and kill you and everyone else in this city. Understood? Хорошо. Так.
Пиздец. You did it. You took away her pain. I don't know what to say. Thank you. Жесть Thank какая. you. I swear I will never harm her again. I swear it. I'll stay here to keep her company. But these poor souls, what can be done for them? I've tried everything I can. I fear the only one capable of releasing them properly is whichever god doomed them in the first place. Пожалуй, так. In any case, I must honor our bargain. Ревматизм. Treatment for rheumatism is willow bark. Кара I Иви. believe there's a pot of it already in the shrine of Apollo. Горшок с ней. Please leave. The door here leads out onto the palace balcony. You should be able to make your way down. Все, спасибо. Я больше сюда нахер не приду никогда. Ни за что. Давай, ты тут как-нибудь сама. Пиздец. Так. Ну и где этот хер? Моржовый. Ушел куда-то. Greetings and salutations. Может, ты мне скажешь, где он? Greetings. I'm Georgius. Знаю. Не, не скажет. Ладно. Так, в храме Аполлона мне нужны... A golden bow, just like Apollo and Diana's. Да. Feeling all right? Удалось узнать, чем лечить ревматизм. You made it into the palace. I'm impressed. How is Mary? Лучше, блядь, не спрашивай. Называешь, что хочешь, чтобы вы оставили в покое лекарство Фараивы. Willowback. I should have known. It was under my nose the whole time. That's very helpful. Thank you. If this works, it should settle Rufius down some. I have some right Руфи, here. спасибо. Could you do me a favor and give him some of this? He'll just need to swallow a pinch of it. I'm hoping it will avert disaster. Горшок с мелко порубленной корой ивы. Используется для лекарственных целей. Кайф. Thank you. I'm ready. Все. До свидания. Сундук заперт. Руфи, у меня к тебе дело есть. Name's Rufius. Окей. О твоем ревматизме. What business is that of yours? Да, я знаю, как его вылечить. Ешь по щепотке коры ивы, очень скоро ты придешь в себя. Willow bark. And this will work? Oh, thank God. Finally, some relief. This is what I've been praying for. Maybe God hasn't abandoned me after all. Thank you. I've been in a lot of pain lately. The rheumatism, these cursed statues always watching, and the crisis of faith. It was too much. Started messing with my head. This is exactly what I needed to set it straight again. I owe you one. Знаешь, как выбраться отсюда? No, I don't. I did hear a rumor that already... Да, Аврелия нет, спасибо. Золотом правили? I'll tell you this much. I hate the fact that my survival depends on the common sense of other people. Ну да, логично. Довелось бить в период пандемии. Блин, охренеть. Bumble along like nothing's wrong. While we're one bad decision away from being wiped out. Like the last lot of people who lived here. Во многих смыслах причем. I'm the only one ready for what's coming. Whatever that is. And when it hits, it's everyone for themselves. You've been warned. Как думаешь, что будет дальше? I don't know.
But did you ever get the feeling some of these statues are watching us when we're not looking? Like they're waiting for something. I don't like it. Думаю, ты прав. That doesn't help me. Ты угрожал Вергилию? No idea what you're Да, talking да, about. рассказывай. Знаешь, что это был ты, в твоих покоях мне попалось неподписанное письмо, обращенное к нему. Look, I haven't been at my best lately. I know that. It's the rheumatism. It starts with constant pain in all your joints. Then the pain starts to mess with your head. Makes you angry, mean. I know that's not an excuse for how I acted. But it's the truth. But with the willow bark, I'm already starting to feel like myself again. And I know I said I owe you one. So I'll leave him alone from now on. It's not as if I was ever going to hurt him anyway. I was just lashing out. I'm going to go and clean up the graffiti. Just forget this ever happened. Will you? Без вопросов. Так, стой. Это еще не все. Да. За кого будешь голосовать? Not sure I trust Cynthius. Couldn't even protect his daughter in a city without sin. How's he going to protect us? Могу переубедить? No. No? Ладно. Где раздобыть римскую скрижаль? No idea what you're talking. Понял. Мне удалось помочь вылечить твой ревматизм. I suppose you're right. I think I have seen that plaque. Sorry I lied. Can't be too careful these days. Head into the caves behind Да. Turn right again. Oh, and here. О, он христианин. Кризис веры. Спасибо, мужик. Понял, спасибо. Все. Красавчик, Руфи, красавчик. Христианин, да, он ему и писал за мужеложство. Вергилий, у меня хорошие новости. Да, новые. Да. Не беспокойся насчет угроз, это всего лишь Руфи, он никогда не причинит тебе вреда. В его доме мне попалось недописанное письмо. В его доме мне попалось недописанное письмо в его доме. Ладно, допустим. You went snooping in his place? That was risky. We're lucky you didn't cross any lines. Have you spoken to him about it? Да, и он больше не беспокоит. How did you manage that? Мне удалось найти лекарство от его ревматизма, который выводит из себя и усугубляет кое-какие его другие личные проблемы. Poor fellow. I've heard that can really mess with a person's head. Well done for figuring that out. К твоим услугам. Думаю, он сам захочет стереть свои надписи. Really? That's promising. I'll keep an eye out for him. И все? За кого будешь голосовать? Malleolus is talking about loosening some of the restrictions in this place. And Могу как-то повлиять. Сука. Nice to talk. Голос не продается. Ну ты, конечно, дам. Так, стоять. Но у меня к тебе вроде нечего. Поспрашивать тебя про боги спасительного мира. Так. Здорово. А насчет греческой скрижали в твоей клетке. You like it? It's shiny, innit? It makes me happy just looking at it. Isn't the great temple Можно мне ее забрать? But if I gave it to you, then I wouldn't have it. Ну да, выпустить надо, да? Be sad.
Что мы для тебя сделать, чтобы ты мог мне ее отдать? Well... Угу, понятно. Эти ни за что не отпустят тебя, но, возможно, если у нас будет новый магистрат... Like... Hilarious. Да, да, галерий. Ладно. Yeah. Galerius will let me out. Then you can have my... Отлично, я понял тебя. Так, мне нужно будет к этому спуститься. Да, блин. Зачем тут триггерится сам собой диалог? Так. Сюда, да? Римская скрижаль. Плутон, даритель богатства. Угу, понятно. Каменный диск. С вырезанным символом рыбы. Возможно, имеет отношение к религии. Бюст Минервы. С изображением рыбы. Религиозное значение. Все? Ну, похоже, все. Спасибо. Винищ. Кстати, да, надо к Аврелии сходить. Винищем попробовать напоить. О, да. Я мог... Я понял. Черт. Ладно, хрен бы с ним. То сделано, то сделано. Несколько, короче, вариантов. Тут стрелы. Так, а выбраться я отсюда смогу? О, нет. О, нет. О, нет. О, нет, о, нет, о, нет, о, нет, о, нет. Твою мать. Дай мне выйти. Ладно, пойдет. Так, тут ничего важного не было. Вроде бы. Вино я забрал. Ну все, получается, мне сюда. Подожди. Еще вино. Подожди, я сюда не ходил? Не, я сюда ходил. Еще вино. Ладно. Я не против. Зачем мне столько вина, правда? Вопрос хороший. Don't you just love springtime? Salve again, friend. I went... How is it? Не могу сейчас говорить. Oh, of course. Блин, чувак, ты такой классный. Я просто тебя обожаю. Ты реально просто мега чумовой.
Лучший персонаж в игре. Во всех играх. А, мне надо туда, блин. Черт. Мне наверх надо было. Ну да, быстрый бег был реально хорошим решением. Ну, 250 монет. Ну, в целом, окей. Неплохо. Так. Добрусь я до Аурелии. И закончу, наверное, на этом. Только вот... Я не могу вспомнить, где это, блин, таверна. Куда мне надо было? Налево идти, да? Туда вроде. 5,5 часов, да капец. Ну, очень интересно, правда, вот. Угу, Ливия. Ты мне... Я уже все знаю, я знаю, где мы. Say it. Speak its name. Подземный мир. Then it is true. I was right. Сильнее затягивал на моей памяти только Мор? Ну, может быть. Может быть. I thought I saw it, but when the rest of them could Наташ, если что, если тебе интересно вдруг, то миллиард спойлеров. I had to tell myself it was true Уже. over and over again. Ну да, да, где-то так. I was deceiving myself. I must apologize if my words seem cryptic. I'd found comfort in reciting the metamorphoses by our great poet Ovid. Не, я серьезно. Such an uncanny description Очень of много this place. спойлеров. I cannot help but wonder if he himself came here. Забыл спойлеры Мора. Would you like to hear it? Ну смотри. Ну давай. I will do my best. Ладно, это последнее. There is a downward path, gloomy with fatal yew trees. It leads through dumb silence to the infernal regions. The sluggish Styx exhales vapor, and by that way, the shadows of the newly dead descend, entombed with full rites, and the ghosts of those, at last, given proper burial. The wide, thorny waste is cold and pallid, and the newly arrived shades are ignorant of the road that leads to the Stygian city, where Black Dis has his cruel palace. As the ocean accepts the rivers of all the world, so this place accepts all the souls, and is never too small for any populace, nor notices the crowds that come. There the bloodless shadows wander without flesh or bone. Some crowd the forum, some the house of the ruler of the depths. Others follow their trades, imitating their previous lives. And still others incur punishment. I hope I have done it justice. And now we share a secret. Ничего не понятно, но очень интересно. It's as if you've lifted a great burden from my shoulders. Thank you, friend. I think I should rest. Покупатель будет бдителен. Так, ладно. Сохранение, выйти. Да. О, блин, ну это реально было очень круто. Мне очень нравится. Опять же, хорошо, что я ничего вообще не узнавал. И в целом по скриншотам там особо тоже ничего не понятно было. Ой. Ну все, короче, Наташ, давай, встретимся там дальше. Лучше стримы не смотреть.
Ну, наверное, запись я тоже все равно выложу на YouTube. Это почему бы и нет? Как бы потому что я могу. Вот. Но реально, если тебе интересно вдруг, то да, лучше, наверное, не смотреть. Потому что прям спойлеры, спойлеры, спойлеры. Детям потом покажу. Ой, ну ладно. Все. Все, Наташ. Заканчиваем. Балаган. Все, можно идти отдыхать. Завтра на работу. Все, давай. Пишемся.